Так, смотрите, мы сегодня с вами разговариваем о линии гид. Я сейчас вам расскажу, покажу, как это работает, вообще зачем это нужно. Линия гид – это линия смены роста направления волосков. Они же у нас растут, да, и у нас получается, что условно прикрепляются вот волоски вот в этой части и растут вверх, косо, под углом, да. Не все они располагаются в разной последовательности, а волоски вот в этой части, они растут вниз. То есть, если волосок поднять, то он будет прикреплен в верхней части. Вот в этом смысл. И есть зона, где они соединяются, начинают переплетаться, и это зона смены роста волосков. Я вот последние все дни, я сейчас не буду показывать трешаки, если хотите, конечно, покажу, напишите мне. Я имею в виду вот эти все гиперреалистичные схемы, которые всем лепят, и где идет вот это пересечение, вот эта грязь дурацкая, из-за которой выглядит все некрасиво. Ну, давайте я могу показать, в принципе. Недавнее. Я сейчас переключу вас на iPad. Поставлю его горизонтально. И мы с вами вспомним, пробежимся. Сейчас, кстати, мне Дима поставил задачу разобрать вот эти вот кейсы наших амбассадоров, которые работали до меня в волосковой технике по схемам. И они присылают работы, и они там в чате сами поражаются, удивляются, такие типа, ни хрена себе, какое говно я творила раньше. А сейчас уже красиво. Вот смотрите, о чем я говорю. Это здесь еще как бы более-менее, но все равно схема видна, вот эти вот палки торчащие видны, и не учтен во многих местах рост волосков. А вот здесь вообще плевать, то есть волоски растут в одну сторону, нарисовано все в другую сторону. Это важно, потому что мы всегда с вами ошибаемся. Ну, так или иначе, есть идеально работающие мастера, как машины, но даже они ошибаются, и где-то они там пропустили волосок, не лег, где-то они... может, немножко заглубились, где-то волоски слиплись, сплелись, и между собой, я имею в виду нарисованные, и получилась такая как бы каша, да, не очень хорошая. Но если это соединяется в направлении с ростом своих волосков, то выглядит после заживления все хорошо, все равно. Эти ошибки почти не видны, вообще не видны, своими волосками прикрыты, все доплетено волосками своими. Если же волоски свои и нарисованные не пересекаются, а в 99% случаев у тех, кто делает схемы, они не пересекаются, потому что они умеют только схему налепить, и все. Вот то, что я вам показываю. Получается не переплетение, а получается, что волоски нарисованные противоречат своим, и получается херня в зажившем виде. Оно даже свежее выглядит как херня, но как бы что уже говорить о том, когда заживет. И вот такие работы делают, и что только... И как бы нету понимания, как бровь сложена, как она должна выглядеть, для того, чтобы она зажила хорошо, красиво, гармонично. Ну, то есть вот это вот, да, вот это... И это видно. Люди не хотят. Сейчас люди умные, платежеспособные, они не хотят, чтобы это было видно. Короче, вот этого говна я вам показывала много. Так, это нам уже не нужно. Так, сейчас я вам включу опять себя. И я вам включу... Так, ну, я показала плохие работы. Покажу хорошие работы сейчас, чтобы вы понимали, что можно слить нарисованное со своим и гармонично. Ну, я их вам часто показываю. Я думаю, все вы понимаете, о чем я говорю. Вот смотрите, вот здесь, например, зажившая работа, и, непонятно, брови и брови, непонятно практически, где нарисованные волоски, а где свои. Там, конечно, есть еще пробел, это работа перед коррекцией, но чтобы вы понимали, вот они слились, или если даже там где-то есть пробелы, а видно, да, что некоторые волоски прижились, и там есть где восполнить, чтобы он стал более четким, чтобы он стал более насыщенным, может быть, да, вот в нарисованной части. Но в общем и целом все слилось. Я имею в виду нарисованное со своим, и нету никакой разницы, и получается просто бровь даже на таком гигантском увеличении. А если уж это будет социальная дистанция наша, вот это в 1,5 метра, то вообще будет сказка и песня. Так, и давайте с вами я к чему это говорю? К тому, что дорогие клиенты хотят реалистичные брови, они хотят платить за свою внешность, в которой не будет видно работы мастера, скажем так, где не будет этих бесконечных растушевок. И уж тем более вы понимаете, что в растушевке невозможно работать в 8 из 10 случаях с вашими клиентами. Так, я хочу начать сразу с вами с того, iPad горизонт, чтобы разобрать идеальную бровь. Смотрите, я нашла бровь
которая, на мой взгляд, просто... Там вторая очень плохая, там нужна была работа с ней. Но вот эта бровь, она просто эталонная, по-моему. Тут вообще ничего не нужно было бы делать, если бы вторая бровь не была бы испорченная. Мы с вами сначала, и это важный момент, мы с вами поговорим... Так, это я уберу, оно не нужно. Мы с вами поговорим о формах, потому что без красивой формы, вообще, в принципе, без понимания формы, я не могу вам дать вот этот вот блок очень важный, потому как волоски расположены. И я вынуждена сейчас и вот этого коснуться тоже. На моем курсе, о котором вообще, в принципе, сегодня тоже будет идти речь, больше 60 уроков. И получается, что я вам сегодня только о 2 расскажу. Это сложный курс, его доходят до конца немногие, как вы понимаете, но те, кто доходят до конца, они творят просто невероятную красоту. И мы сегодня с Димой гуляли, обсуждали, я говорю, слушай, я когда курс писала, мне казалось, что не получится, ни у кого не получится вообще. Вот Саша со мной работала просто бок о бок, я все знания вот так вживую ей передавала. Сейчас про Сашу Кузнецова. Кузнецова, она одна из лучших мастеров вообще в этой технике, очень долго работает, и она главный куратор у нас, самый заслуженный старый куратор на курсе. И я говорю, слушай, а у остальных не получится. И сейчас вот вылупляются наши амбассадоры, которые проходят самостоятельно, люди в инкубаторе. И они делают такие работы, что я такая, мне уже кажется, что я сама так не смогу, потому что я 2 года не работала. Я, конечно, смогу, у меня куча идей, но вы должны понимать, что вот сейчас я вам буду продавать этот курс, он будет последний, и вот в этом формате. Новый будет, когда, не знаю, я его еще даже не записала, я думаю, что не раньше осени. Поэтому, если вы думали о покупке курса, то сегодня у вас будет счастливая возможность это сделать. Так, давайте выберем красный цвет, пробежимся. У кого есть проблемы с формой? Скажите мне. Я скажу за вас, что примерно у 8 из 10 из вас есть проблемы с формой. Поэтому сейчас вот тоже внимательно впитывайте, слушайте, пожалуйста, потому что это супер важно. И вот эта бровь, почему у нас эталонная? Потому что она состоит, смотрите, вся, если ее обвести, не тот выбрала маркер, если ее обвести, то у нас с вами получается бровь, состоящая из прямых линий, как я люблю. Мы всегда с вами считаем бровью все, даже вот эти, смотрите, вот эти вот незначительные для многих, да, пушковые волоски. Это как раз-таки то место, где у нас с вами располагается дымка, когда мы делаем растушевку, да, у нормальных мастеров, я имею в виду, у тех, кто делает гармоничные брови, потому что те, кто делает пиявка брови, они располагают максимальную насыщенность внизу, и им пофиг, что там вообще растет, не растет, какая форма, где находится бровь, на каком расстоянии, вообще какое выражение лица она придаст, и вот сюда они делают вот эту вот растяжку на поллба, там нету понимания красоты, нету понимания там, как должна построена быть бровь, и вот это вот все. И у нас есть с вами хвост. И это все простые прямые линии. Я почти никогда не свожу в точку. Я не люблю это делать и вам не рекомендую. Вот в такую точку хвостик. У него всегда должна быть... условно, наш хвост закончился, а туда еще пара волосков торчит или небольшая дымка. И это будет выглядеть гармоничнее, чем если сделать острый кончик. Так, видно, все. Будет запись, не получается. Так, народ, слушайте, я хочу посмотреть, что тут у нас. Запись будет, да, мы пришлем ее вам на почту, но... Перезайдите, все заработает. Смотрите, пишут, работает прекрасно. Народ, если у кого-то интернет слабый, просто у нас очень в большом разрешении идет вот этот поток на выход, и вы, получается, возможно, не можете его... Мобильный, может быть, не срабатывает, потому что я сейчас вам вещаю в супер разрешении. Поэтому запись, да, будет, но вам нужно сегодня присутствовать, поэтому давайте, постарайтесь, что-нибудь исправьте. Так, о чем мы с вами говорим? Простая прямая форма. Да блин, нет, мне не с руки рисовать на планшете. Ладно, вот так вот. Так, помните, да, что у нас по ровные линии на брови мы всегда, да, где это середина, ядрёна вошь, мы всегда с вами можем вот эту часть скруглить, но когда мы строим, у нас просто прямая восходящая линия до излома,
прямая восходящая линия до излома по верхней части. Как бы мне ни говорили, что вот я люблю, когда вот здесь вот расширение идет, я не люблю, это не выглядит эстетично. Красивая бровь, это просто вот ровная прямая линия. Она может незначительно сужаться, но, смотрите, красиво это выглядит только когда она сужается по нижней линии. Смотрите, вот здесь она может сузиться и подняться немножечко выше. То есть у нас будет вот это расстояние меньше, чем вот это. Но не за счет того, что в головке она расширилась дудочкой, да, это некрасиво, а за счет того, что в изломе по нижней части вы можете убрать миллиметрик, и тогда у вас получится такая форма, знаете, многие любят ее такая, вот она идет вот здесь вот ровная, а вот здесь вот слегка вот так изогнута. Тоже красиво, но в момент построения брови, пожалуйста, рисуйте вот прямая линия, чтобы вы могли слева-справа отцифровать, насколько они у вас симметричны. Много уроков у меня на курсе про то, как строить, про вот эти всякие нюансы. Я просто вам говорю, что сегодня я буду оперировать вот такой формой брови, где бровь поделена на 3 части и где хвост это 1/3 вот этой брови. У нас может быть скруглена потом, когда мы построим, головка, может скруглена быть вот здесь, она может скруглена быть вот здесь, причем так, как вы решите с вашим клиентом. Это можно сделать, смотрите, и, например, начиная скругление практически от середины блока и начиная скругление практически от середины нижнего блока, я имею в виду вот от этой части. И в этом случае, смотрите, бровь у нас получается мягкая, как многие и любят, понимаете, да? Но строим мы ее всегда простыми прямыми линиями. Все хорошо? Все видно? Все работает, не обращай на это внимания. Все хорошо, тогда я больше не смотрю. Если у кого-то что-то там висит, то пересмотрите, наверное, тогда в записи. Ладно. Вот такими мы с вами формами оперируем. Так, убираю вот эти все линии. И давайте разберем саму бровь. Смотрите. Здесь у нас волоски, вот о чем я говорила. Вот волосок идет вверх, он растет, прикрепляется он вместе вот в этом и растет вверх, да? Прикрепляется и растет вверх. И вот они все так или иначе прикрепляются вот здесь, растут вверх. Смотрите, каждый из которых мы возьмем, они потом постепенно наклоняются. Ну вот место, где я начинаю, и они растут вверх. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот здесь, смотрите, волоски, вы же понимаете, вы можете свои поразглядывать, возьмите лупу, возьмите своего сына или мужа, или дочку, и сядьте, рассмотрите их брови. Вот в этой части волосок вот здесь прикрепляется и растет вниз. То есть вот он, вот здесь прикрепляется и растет вниз. И вот они начинаются, вот эти вниз растущие волоски, если присмотреться, вот они, смотрите, уже идут, да, вот они пошли, вот они все. Вот эти волоски, вот они, вот которые вот здесь во всю длину, вот они идут, они наклоняются, да, но они растут снизу вверх. А вот этот, например, волосок, вот он идет сверху вниз, растет. Вот он сверху вниз. То есть его можно поднять вот таким образом. Вот это самое важное, что вы должны для себя понять в брови, когда вы будете ее строить и когда вы будете искать линию гид. Линия гид – это место, где вот эти, смотрите, вот эти волоски идут вверх, и заканчиваются. А вот эти волоски идут вниз и тоже заканчиваются. Это значит зона, где у вас соединяются волоски, идущие, растущие вверх, так или иначе, они вот растут вверх, хоть они могут уже быть лежачими практически. И волоски, которые, давайте другой цвет возьмем, и волоски, которые прикреплены своим кончиком кверху и растут вниз, косо. Знаете, из тех, кто попробовал скорее всего, там, ну, я имею в виду вот этот броуфарш, да, над чем смеются, скорее всего, там вот именно так и втыкали волоски, потому что иначе не получится, они либо будут щеткой все вверх торчать, либо там, не знаю, вертикально, поэтому там часть из них должна была обязательно быть воткнута в кожу вот под таким углом вниз, и часть из них вот уже в другую сторону, в другом направлении. Поэтому вот это то, что вы должны понять. И если мы с вами берем бровь, да, например, смотрите, представьте, ну ладно, нет, я на другой брови это покажу. Когда мы с вами достраиваем бровь, у меня здесь нету второй лысой, но вот по ней можно было бы ориентироваться. То есть я для себя в голове провожу, ну или это можно нарисовать, если вам это поможет. Я провожу линию, условную очень. Вот она вот примерно здесь идет на этой брови, где у меня волоски поменяют свое направление. Это супер важная линия, но ее не надо прорисовывать, да, вы просто должны понять, где она находится, потому что так или иначе мы с вами строим форму и ее заполняем волосками.
В растушевке это нафиг не важно, потому что в растушевке вы просто тень кладете и все. В волосках это очень важно. Не знаю, почему это не делают все те, кто работает в тех же самых схемах, потому что это возможно и там. Ну, просто потому что учат плохо и бездумно. В общем и целом мастера работают. Поэтому вот эта линия, это не значит, что вот здесь мы с вами нарисовали волоски вот так, да, вверх, а вот здесь мы вот так нарисовали, и у нас получилась там условная вот эта косичка, тоже странная, потому что они все лежат под разным углом, и у меня куча на эту тему тоже уроков, объяснений на курсе, просто вы должны понимать, что вот эта зона, где они соприкасаются, перемешиваются, видите, смотрите, вот эти вот торчат еще, уже вернее, на ту сторону, а вот эти вниз растущие, они заходят на эту сторону. Это очень круто, и у многих мастеров отрывает просто голову именно на последних уроках, там, где... Потому что одно дело в своих волосках рисовать, где там прикрыто будет волосками, да, в процессе работы. А другое дело, когда ты на полной аллопеции рисуешь, и так или иначе у тебя есть зона, где они соединяются, волоски, и когда ты понимаешь, как это работает, то есть у меня есть мастера, которые, ой, да, я все прошла, работаю, просто я не пошла в аллопеции, потому что я не собираюсь с мужиками работать или с аллопециями, в принципе. А там вообще самый цинус, короче, там до самого конца доходить, чтобы понять, как это работает. И знаете что? Важно понимать просто, что вот эта линия существует, и до нее волоски растут вверх, а после нее растут вниз. Важно, но это не самое главное, скажем так, потому что мы сейчас отсюда с вами уйдем и посмотрим, например, вот на эту девушку. Потому что, во-первых, у вас бывает асимметрия в лице, да, вот смотрите, мы сейчас выровняем ее по горизонтали, проведем, так попробую получше. Не всегда получается, планшет не такой чувствительный, как хотелось бы. Ну ладно, представим себе, что это чистый горизонт. Мы с вами проводим через уголки глаз линию. Я использую для этого внешние уголки глаз. Так, я чуть-чуть ниже проведу, потому что там она у меня начала. Так, из этой точки, вот в эту точку. Окей, вот у нас линия горизонта. От нее мы с вами пляшем, когда строим нашу новую красивую форму бровей, да? Так как мы с вами это делаем, как я уже говорила, я вот, например, в этом случае возьму эталонную бровь, прорисую у нее нужную мне форму, даже может быть пошире возьму. То есть вот она, захвачу все ее волоски, прорисую хвост так, как мне нужно. И мне нужно будет эту форму отзеркалить на соседнюю сторону, да, то есть мне нужно учесть, чтобы вот эти расстояния были одинаковыми, чтобы находились на одинаковой высоте головки, то есть вот эта бровь у нас явно ниже, да, смотрите насколько. То есть мне нужно ее будет приподнять условно. И у нас с вами не всегда получается работать, ну, нам почти всегда нужно выравнивать. Так, мне нужно вот эту точку найти. Почти всегда нам нужно выравнивать бровь по симметрии. И вот в этом конкретном случае мне нужно будет очень много работать по верхней части, да, потому что бровь у меня несимметрична. Одна ниже, одна выше. И смотрите, если бы эту бровь, я сейчас открою еще один вариант, это уберу. Если бы эту бровь я хотела опустить или поднять, то есть у нас есть 3 варианта работы с бровями. Мы либо поднимаем бровь, либо мы ее оставляем и просто делаем ярче, либо мы ее опускаем, потому что есть гипертонус, когда мы вынуждены бровь опускать, она слишком высоко задрана. И в разных случаях у нас получается разная картина. Смотрите, если мне эту бровь нужно поднимать очень сильно, да, как вот до этого мы говорили, заполнять верхнюю часть, то у меня линия гид, то самое место, где волоски пересекаются, давайте найдем ее сейчас, то есть вот волоски, которые начали расти вниз, да, поэтому я анализирую как. Я нахожу самые первые волоски, которые начинают рост сверху вниз, нахожу волоски, ну вот она где-то здесь проходит, которые вот они еще идут вверх, ну растущие, да, и провожу вот таким образом. Вот здесь волоски уже все растут условно вниз. Конечно, там бывают нюансы, но в общем и целом вот здесь у нас проходит линия смены направления роста волосков. И смотрите, вот самое интересное начинается здесь. Если бы мне эту бровь нужно было бы опустить, да, например, такое у нас тоже бывает. Я хотела бы ее вот таким образом прорисовать. И у меня получается основная вся работа будет совершена, вот у меня волоски, которые я нарисую, они у меня будут расти снизу вверх, и основная работа будет совершена мною, потому что линия гид, видите, где прошла? Я не могу здесь иначе рисовать волоски,
просто потому что они будут смотреться как минимум странно, когда там свои зарастут или когда я подойду рисунком к своим волоскам. И здесь у меня получается совсем незначительная работа, когда я прорисовываю волоски, растущие вниз. Если я это дело отключу и прорисую то же самое, но в том случае, когда у меня мне нужно бровь поднимать, прорисую эту линию гид. Точно так же вот я нахожу эти волоски, вот они у меня вот здесь вот так проходят. В этом случае, если я поднимаю, посмотрите, как много работы у меня будет по верху, и эти волоски имеют право расти и быть нарисованными только вниз. Никак иначе вообще. А это супер частый случай. Я вам прям вот только что показывала работу, и могу ее снова найти, где совершена вот эта фаталити ошибка, где мастер совершенно бездумно, так, вот здесь она, вот эта вот жуткая работа, где мастер совершенно бездумно прорисовала. Могу я увеличить? Нет, выйдите отсюда. Вот это не нужно. Вот. Смотрите. А если эту бровь вот так вот посмотреть, то здесь вся зона работы волосков, растущих вниз. Вот это супер важный момент. То есть вы должны играться вот с этими всеми волосками только исходя из того, где находится у вас линия гид. Естественно, если там 3 пера или совсем прозрачный, вы можете что угодно нарисовать. Когда мастер вам заливает, прорисовывая вот эти схемы, растущие наверх, что он сейчас там делает визуальный лифтинг, эффект или что-то такое, это ерунда. Это прям, неправильное отношение к бровям клиента. Это всегда полное противоречие нарисованного и своего. Если только, не знаю, ваш клиент собирается всю жизнь укладывать брови вертикально вверх, делать их уродливыми, вот этими стоячими, только в этом случае вы можете... И то я уверена, что он там полгода поделает, потом ему это дело надоест, и он прекратит. Так, напишите мне свои вопросы, если они у вас есть. А я хочу... Сейчас еще на нескольких лицах мы с вами понаходим эту линию гид, потому что, кажется, вроде все объяснила, но не всем это понятно получается. Так, я хотела вам что... вот это все показать, вот это все убрать. Вы поняли, да? То есть мы с вами сейчас построим несколько форм бровей, вот исходя вот из того, что я показала, из вот этих ваших новых знаний. Вы смотрите, вот здесь брови интересные, они довольно высоко находятся, то есть я бы частично их рисовала по низу. Плюс мы же всегда с вами делаем анализ, здесь брови выщипаны реально по низу, по верху они, скорее всего, не росли. Хотя вы можете здесь поиграть с высотами и сделать так, чтобы эти брови, у нас же всегда есть выбор, да, эти брови могут находиться и стать и выше, и ниже. То есть здесь можно... Так, что я-то опять не сделала? Все Что же ты? Не на том слое все, да? Открыть. Все, есть. Так, смотрите, у нас здесь есть вариант. Мы можем эти брови поднять, если нам хочется выше, да, то есть задрать их и построить вот таким образом бровь. И левую, и правую, потому что они достаточно симметричные. Мы можем построить таким образом, чтобы... И это, наверное, самый гармоничный вариант, чтобы своя бровь находилась в середине. И... будет, наверное, прикольно, если мы прям на этой девушке с вами и сделаем все 3 варианта. Давайте откроем. Давайте прорисуем. Даже так вот будет. Идеально будет вот так. Мы с вами сейчас здесь найдем линию гид. И на левой, и на правой брови. Давайте посмотрим. Смотрите, вот этот волосок еще вверх торчит. Этот вверх торчит. А вот этот уже вниз пошел. Все, вот отсюда волоски пошли вниз, да? Окей, значит, у нас где-то с вами вот здесь примерно проходит линия гид. Потому что даже вот эти волоски, они просто лежат уже. Они все еще прикреплены вот здесь вот и идут условно вверх, просто они более наклонные. Вы же понимаете, да, что вот эти волоски все еще, у них как бы точка прикрепления кожи снизу, а не сверху. Вот на это мы ориентируемся с вами. Вот. И на второй стороне мы с вами тоже найдем волоски, которые вот где-то здесь вот они начинаются. Все, вот эти волоски, они снизу вверх растут, просто они полегли уже в этой зоне. Все, вот здесь волоски все сверху вниз растут. И я уверена, что вы тут со мной тоже согласны. Вот так даже можно. Даже можно вот так пройти. Потому что вот эти вроде сверху вниз растут, но они лежат уже как-то жестко вниз. Все, вот у нас такая будет с вами
линия гид. Ну, плюс-минус в одном и том же месте. То есть у нас большая часть бровей – это волоски, которые растут снизу вверх, да, вот здесь они лежат, и лежат так интересно, более косо, что ли, то есть они прям почти горизонтально лежат. Азиатская чем отличается? Они могут где угодно начинаться, но у них вот такой рост волосков прям как будто вниз, более вертикально. Все, пошлите дальше на другие слои и построим с вами форму бровей плюс-минус одинаковую, то есть просто мы с вами построим сначала в середке, когда у нас находится бровь. Вы там меня не обвиняйте в том, что я не сильно, может быть, где-то что-то симметрично строю. Главное тут идея, чтобы вы поняли идею, потому что вы же понимаете, что я знаю и умею симметрично, просто мне не очень удобно, как обычно. На планшете хочется его по-другому поставить. Так, все, вот, короче, бровь, где яркая своя волосатая часть находится условно в середине, да. Уходим на следующий слой, этот закрываем и строим бровь, где мы хотели бы эту бровь очень сильно задрать. И мы с вами ее строим по тем же принципам, но она просто будет вся по нижней линии. Насыщенность сосредоточена у нас. То есть мы с вами просто максимально ее задерем. Окей. И пусть даже будет маразматичная ширина, просто случаи у нас в жизни бывают разными. Просто мы сейчас теорию с вами понимаем. Так, все, понимаете, да? Свои волоски по нижней части, работать придется по верхней части, да? И у нас третий вариант. Мы в него уходим и делаем все то же самое. Но теперь мы с вами будем работать по нижней части. То есть это вот те самые 3 варианта, которые вам в жизни встретятся. Конечно, бывают нюансы, когда одна бровь ниже, одна выше. Ну, как бы не суть важно. Там плюс-минус у вас все то же самое будет. Просто так. Здесь вы сейчас поймете принцип. Так, смотрим. Теперь давайте заполнять. Уходим опять вот в эту бровь. Да. И ориентируясь на линию гид, каким-нибудь красивым цветом, мы с вами накидываем волоски. До нее, помните, да, у нас волоски растут вверх. Так, нам нужен красивый цвет. До нее волоски растут вверх. По нижней линии они тоже растут вверх. Они чутка наклоняются. Все, вот здесь вот у нас уже с вами начинается зона. То есть вот здесь мы с вами заполняем пустоты. Они растут вот так. И верхние мы сделаем, давайте, оранжевым цветом. Верхние волоски у нас... Нет, плохо его видно, надо поярче что-то взять. Верхние волоски у нас вот они все имеют направление вниз. Угол мы с вами сейчас не обсуждаем, потому что вниз может быть и вот так, и вниз может быть и вот так, практически горизонтально. Мы всегда с вами привязываемся, ориентируемся на направление именно вот этих волосков, потому что мы всегда повторяем именно вот тот вариант, который перед вами, потому что у клиентов у всех все по-разному растет. Так, одну заполнили, ушли на другую. Здесь давайте заполнять. Смотрите, здесь у нас по низу вообще делать ничего не надо, да, ну кроме вот там головки. Ой, что-то я не дооткрыла. Вот. В головке мы с вами заполняем волоски, они у нас там вот так вот растут. Все, вот дошли мы сюда. И здесь то же самое мы прорисовываем. Волоски у нас растут. Они снизу вверх растут. Наклон регулируется при помощи своих. Так, и вот здесь вот у нас волоски все будут прорисованы сверху вниз. То есть это зона большая работы волосков сверху вниз растущих. И мы уходим с вами вот сюда. И здесь у нас получается нам по верху работать практически не нужно, да, может там 2 пера где-то в пустотах дорисовать, если там по симметрии нам нужно. И у нас здесь вся работа будет сосредоточена внизу на волосках, которые растут именно вот, они ложатся, да, они переплетаются, но они прикреплены нижней частью, они растут снизу вверх. Все, вот они у нас идут. Все эти работы будут выглядеть красиво и гармонично. Но в каждом случае, смотрите, давайте снова по ним пройдемся. Вот так я уменьшу. Вот так хорошо.
В каждом случае у нас, смотрите, линия гид не сдвинулась, потому что ее пучки родные находятся в одном и том же месте. Но в зависимости от задачи нам нужно поднять, нам нужно просто сделать ярче то, что есть, и симметричнее, или нам нужно опустить, да? Это просто здесь хорошее лицо такое открытое, и большое расстояние, можно все что угодно порисовать, поэтому я ее выбрала. И у нас получается здесь, когда посерединке, у нас работа и снизу, и сверху, да, и волоски растут и так, и так. Второй вариант у нас, ну, как бы, если мы расширяем так сильно головки, ну, там маразм, видите, да, там большую часть надо убрать. Основная работа у нас вся идет по верху. И в третьем случае у нас с вами вся работа идет по низу. И только вот в этом случае, если вы будете соблюдать вот эти правила, только в этом случае у вас будут гармоничные и красивые работы. Все, больше нет варианта. Это очень просто. Это не значит, я вам сейчас на пустом месте, я хотела, ну не буду как бы повторяться, тут у меня еще есть примеры всякие странные. Так, мне нужно пустое место, и вот это все отключить. Что я хотела сказать? Вот этот затык, смотрите, когда бровь, например, нарисована, и сейчас наверняка здесь много студентов наших с курса кто-то, сейчас почитаю ваши вопросы. Наверняка есть студенты из курса, и их многих смущает. То есть вот эта зона, вот, например, они правильно нашли линию гид, и они такие рисуют вот так вот волоски. Ну, это очень частая ошибка прям с самого начала. И вот здесь они могут много прорисовать чего-то такого, но они прям вот здесь останавливаются. Вот здесь останавливаются, эта линия, у них как будто это просто там убьют за ней дальше, как будто там их постригли за этой линией дальше. Но это же не так, они у нас переплетаются. Эти выскакивают частично на соседнюю зону, а эти частично заходят на соседнюю зону. Еще очень частый момент, что именно в этой зоне, где вот эти вот сходятся волоски, у нас наибольшее сосредоточение густоты получается. И в этом случае у вас здесь получается автоматом такая самая густая часть в брови, да, но это не значит, что это все это правило. Вы можете ее загустить там, где вам нужно, в зависимости от того, какая у вас цель, какая у вас вообще, в принципе, задача с этим конкретным человеком. Потому что, ну, я вам обещала один секрет открыть, это один урок, я вам сейчас, ну, ладно, я вам 2 урока рассказала, построение бровей, ну, частично, да, чтобы вы понимали, как она строится, если здесь у меня новички есть, и линия гид. Но там еще куча нюансов и про акценты, и про то, как и где расположены, и как вообще решаются всякие проблемы, потому что, ну, как бы, знаете, курс, который люди не успевают пройти за 3 месяца, и даже за 6 месяцев, вот сейчас 6-месячный курс идет, что я считаю опять ошибкой большой. Они такие, я не успеваю, у меня нету времени, а я вам сейчас хочу открыть за час буквально все секреты, это как бы не получится, потому что курс супер глубокий. Так, круто, я этого не знал, реально круто, так, считалось, пыталась курс. Короче, там поддержка, всем, кто хочет оплатить курс, вам поддержка поможет. Хочу интересные ваши вопросы найти. Ох, как задрали бровь. Не обращайте внимания на то, что я сейчас делала. Вы же не можете меня обвинить в плохом вкусе. Там, где бровь не надо задирать, я ее не задеру. Я вам сейчас примеры показывала, что будет, если задрать, если опустить. Окей? Невозможно не согласиться, как всегда. Спасибо большое, то есть много вопросов. Прикольный факт. Сейчас по-другому смотрю на все эти схемы. У Ани Куцеволовой тоже эта линия есть. Слушайте, у меня вопрос. Почему тогда Аня Куцеволова, моя бывшая работница, она остановилась на схемах, замерла там вообще. И 6 лет проработав со мной, она вот как мы расстались, с тех пор она особо не выросла. Но другой вопрос. Почему тогда все ее ученики, и она сама в том числе, херачат эти схемы, не обращая внимания на свои брови? Мозгов не особо. Не триггерите меня, а то вообще просто разозлюсь и заблокирую всех, кто пришел тут мне Куцеволову напоминать про эту мразь. Так, съезжает все. Так, покажите, пожалуйста, пример, когда все волоски на брови растут вниз. Мне надо найти такой пример, когда все волоски, вот у меня какая-то тетка приготовлена, они не все растут. Ну, кстати, вот я сейчас могу на ней порисовать, потому что если у нее брови поднимать, то у нее очень много. О, я вам сейчас покажу пример офигенный. Сейчас на меня полюбуйтесь, я сначала его найду. Просто я вчера показывала, это Марго, одна из лучших кураторов на курсе у нас, Маргарита. Просто она потрясающая. И у нее работа вот сделана, это еще космическая просто, где все волоски растут вниз. Ну, львиная их доля. Вот она сделана.
Потому что свои брови, смотрите, как много работы. То есть тут как бы не обойдешься. Ну, волоски растут вниз и растут вниз. Но тут же еще как их переплетать, как их рисовать. Они разные по толщине, по длине, по тому, как они... Там куча нюансов для того, чтобы бровь получилась вот такая. При вот такой... Это свежая работа, вот на такой жуткой коже, да, волоски тоже можно делать, и я сейчас покажу вам кучу заживших на как раз-таки таких кожах. И давайте глянем, что было, просто чтобы вы понимали. Те, кто не видели, я, по-моему, вчера или позавчера тоже ее показывала. Ну, просто это пример на поверхности, который быстро и под рукой. И в зависимости от того... Ой, а давайте на этой вот сохранить фото. Я сейчас накидаю на этой женщине. Так. На этой чудесной женщине, у которой такие жуткие брови. Мы с вами построим форму. Допустим, да, что мы не хотим сохранять эту вот ширину, и мы хотим ей брови поднять. Вот, допустим, там у нас эта бровь вот такая с вами. И у нас с вами получается, смотрите, вот эта головка, здесь же 100% росли волоски, то есть так резко не может начинаться ни одна бровь. Здесь они удалены, но они здесь растут снизу вверх, то есть она была каким-то образом, здесь жила своя бровь раньше. Вот здесь волоски тоже, подождите, нам нужна сначала линия гид. Вот у нас волоски начинаются, вот где-то вот так она проходит. То есть у нас с вами... волоски, вот здесь вот они ложатся, где-то вот там выскакивают на соседнюю зону, все. А по верхней части у нас с вами волоски, все яркие, давай сюда. Вот они все вниз. Как их прорисовать красиво так, чтобы получилось так же, как у Маргариты, вы можете узнать на курсе, потому что, сейчас я вам показываю направление, я не буду вам прорисовывать. И, во-первых, это делается не стилусом, а это делается прям на лице вашего клиента. Так, и если бы я хотела эту бровь опустить, да, если бы я хотела опустить ее, тогда у нас бы получилось что? То есть я бы прорисовала ее, например, такой, более спокойной, даже, может быть, вот такой, там, вот такой, даже почти прямой можно, фиг с ним. То же самое здесь, давайте найдем эту линию гид. То есть она у нас проходит все еще вот где-то вот в этой части. Ну да, я думаю, если присмотреться, то вот эти волоски, все, смотрите, нифига подобного. То есть здесь она более вертикально как-то проходит, потому что, смотрите, я вижу вот эти волоски, у них рост вот отсюда и вниз он идет. То есть вот у нас условно вот здесь эта линия пройдет. И, давайте темным. И я прорисовываю волоски, то есть вот здесь они у меня все будут лежать уже вот сюда вниз. А вот здесь они у меня будут идти вверх, но очень быстро ложиться. Для того, чтобы соединиться, слиться вот в этой зоне и превратиться в свою бровь. То есть если в зависимости от разных задач, в зависимости от того, на каком уровне у нас эти брови растут, мы с вами и простроим волоски таким образом. Так, и где она у меня? Вот здесь. И вот здесь вот она это и сделала, смотрите. Видите, ровно там, где я рисовала, проходит у нее вот эта линия. Условная очень, и волоски прорисованы так, чтобы со своими сочетаться, не противоречить. И обратите внимание, так, это то, что было. Обратите внимание на то, что там, практически ничего нет, только вот эти вот гигантские пучки. Там, конечно, нужна еще работа большая, потому что, настолько сложные, они почти все вниз нарисованы волоски, настолько сложные брови с одного раза, естественно, не сделать, вот. Но, чтобы вы понимали, как это работает. Так, хороший вопрос. Смотрите, линию гид рисовать ли на разном уровне, если направление волосков на левой и на правой брови разное. Давайте сейчас поднимем вот эту вот мадам, мою девушку, красавицу. Вот у нее вроде как разное, но у меня под рукой нету iPad горизонт. У меня под рукой нету прям абсолютно разных, потому что, да, такое бывает. А как бы мне это изобразить? Так, знаете, я что могу сделать? Я могу сейчас сделать ей пластику. И вот так у нас получится. Смотрите. То есть одна бровь типа высоко задрана, так бывает, да? А вторая низкая. Это я что-то, конечно, слишком. Вот так примерно. Давайте вот так поиграем. И что мы с вами будем делать с нею? То есть нам нужно выровнять, да, во-первых, там условная линия горизонта, условная середина. И получается, что на этой... давайте сначала найдем эту линию гид, чтобы просто вы понимали сразу, что я ее не двигаю. Вот здесь волоски начинают расти вниз. Вот она вот здесь примерно проходит, получается, на этой брови.
И здесь она проходит, ну, вот так примерно. И брови будут у нас выглядеть по-разному, и направление в итоге волосков будет выглядеть по-разному. Почему? Потому что здесь я сейчас там прорисую. Вот в таком случае, а такие случаи тоже бывают сложные. Не представь себе, что я это не исправляла, вот она такая пришла, да. Нам нужно будет как-то играть с симметрией, потому что ну, такую сильную асимметрию выровнять легко не удастся, особенно если там это после, не знаю, аварии какой-нибудь. Всякое у нас случается, и мы с вами там строим бровь, например, здесь хвост волосатый, и мы его почти полностью сохраним, да. Итак. Вот здесь волоски, вот здесь волоски. Так, и давайте попробуем. То есть вот у нас прямая линия. То есть одна бровь у нас будет условно волосатая, а вторая бровь у нас будет условно лысая. Ну, примерно так. И на другом слое мы с вами построим волоски. Испугалась, что это. Так, смотрите, что предлагают схемы, да? Что они предлагают? Прорисовать волоски, там вот... Вот здесь они все пойдут вниз. И пофиг вообще совершенно на то, как свои брови расположены. Главное, чтобы схема была прорисована симметрично слева и справа. Чему учат, да? 3 волоска здесь, 4 здесь. Вот здесь вот они соединились. Вот здесь у нас 3 волоска в хвостах. Все, пофиг вообще, что там со своей растительностью. Откроем еще одно окно, в котором порисуем. Это закроем. Что я вам предлагаю? То есть здесь мы заполняем по линии гид. Вот они поверху идут, вниз идут, да, здесь понятно, здесь немного работы, а лишнее мы с вами закрасим потом. Здесь головки мы чуть-чуть ее поднимем, ну, там выровняем. Окей, пустоты закроем, чтобы бровь была хорошей формы. А после того, как закончу, лишнее уберем. Здесь у нас волоски идут вверх, условно. Кстати, знаете что, я вам сейчас, я же вам тут немножко набрехала. То есть, если присмотреться, вот здесь вот пушковые волоски, они вниз растут. То есть, здесь линия гид будет идти, ну, может быть, даже вот так еще более косо. Потому что не будет очень красиво прорисовывать вертикальные волоски там, где они уже должны полечь. Я имею в виду, вот я прорисовываю волоски, подчиняясь направлению, вот они у меня наклоняются. Все. Я не могу здесь прорисовать вот такие волоски. Они уже создают решетку, потому что я привязана к наклону своих. Помните, о чем мы говорили? Поэтому надо вглядываться хорошо. А здесь волоски у меня идут вниз, и я ими создаю форму новую. Причем вот где надо, они прям идут так же точно, как свои. И теперь я, когда создала вот эти новые брови, я выщипываю то, что мне мешает. Мы с вами это все своеобразно, просто закрасив здесь. Ну, типа, мы, если гонимся за идеальной симметрией, то по форме, то все равно какую-то часть волосков мы с вами должны потерять. Так, и теперь я убираю вот эти все линии. Ой, я там чутка не дорисовала. Вот это место не заполнила. Вот этот в пузе брови. Здесь тоже волоски у нас же растут, чтобы линия создалась и была видна. Окей, убираем с вами все вот эти вот. Почему-то это красное осталось, ладно, хер с ней. Короче, вот, смотрите, на одной брови получается у меня большая часть волосков растет сверху вниз. На другой брови я там что-то другое нарисовала. Но смысл в том, что у них в разных местах может быть линия гид слева и справа. Просто здесь уже надо выровнять вот эти вот линии, чтобы бровь гармонично смотрелась. Убрать лишнее, чтобы форма стала там более симпатичная. Не, ну, с изгибом, может быть. Лучше заполнить зоны. Но слева и справа при разном росте волосков может и должна быть. Я, знаете, как много лет назад я тоже сомневалась. Ну, типа, как так? Может и должна быть линия смены роста направления волосков в разных местах. Даже посмотрите, есть, например, у Бейонсе, таких примеров много. Вот Бейонсе, например, у нее одна бровь идеальная просто, а на другой брови вот такой вихор вертикально, волоски растут. И в случае там, ну, это, конечно, из ряда вон случай, но бывает такое, что на одной брови прям идеально полого растут, а на другой как-то вот более горизонтально они растут. Если вы начнете создавать одинаковую схему, то одна бровь будет у вас идеальная, потому что с ней слилось, а вторая бровь у вас будет выглядеть как решетка опять, и странно, и не гармонично, и вот это вот все. Потому что
вам, опять вспомните просто, вы общаетесь с человеком с состояния социальной дистанции, это 1,5 метра, вам деталей не видно. Именно поэтому не надо прям сходить с ума и думать, что вот волоски я прорисую, все эти фееричные, они там расплывутся, и какой смысл? Смысл в том, что даже если они подплывут, у них все равно будет читаться направление. И слившись со своими волосками, они все равно будут выглядеть гармонично и красиво, и никто не будет видеть, что там что-то доделано, понимаете? А вот когда это схема, тогда это будет видно всегда и везде. Так, а мне кажется, линия гид не зависит от формы. Вы меня услышали хорошо? Я рисовала вам 3 разных формы, а линия гид была в одном и том же месте. Конечно, она не зависит от формы. Просто в зависимости от того, вы поднимаете брови или опускаете брови, у вас большее количество волосков либо там сверху вниз растут, либо снизу вверх растут. Понимаете? Это я именно этим и объясняю вам, что нету схемы, которая подойдет всем, потому что мы все разные, и нету и задачи разные у вас, и проблемы какие-то у вашего клиента тоже разные, и вы решаете разные задачи, и, естественно, у вас не может схема быть прилеплена, потому что если по схемам вот вы работаете, например, много из вас людей работает по схемам, то у вас получается, что вы научились ее делать, и если у вас задача поднять брови, вы рисуете схему, и она начинает вот здесь вступать в противоречие. Или если у вас задача опустить брови, вы тоже рисуете схему, и она у вас тоже начинает вступать в противоречие, потому что волоски снизу и сверху, они как росли, так и растут. По-другому вы их не развернете. И линия гид всегда находится в одном месте. Но в зависимости от того, вы подняли бровь или опустили, у вас больше работы либо по низу, либо по верху. И, соответственно, волоски, которые сверху вниз растут, либо снизу вверх растут. Вы вот это вы должны понять. А на чемпионате не сочтут это за асимметрию. Слушайте, если вы пойдете на чемпионат, где сидят судьи, которые умеют рисовать только пиявка брови или схемы, то они не примут вашу работу. Просто, знаете, вечный вопрос, а судьи кто? Поэтому, если вам надо победить где-то, то вам надо такие же дерьмовые работы делать, как судьи. Так, все, мир перевернулся круто. Порисуйте сами, посмотрите. Сначала форму, от нее зависит то, где будет располагаться гид. Совершенно верно. Так, окей, давайте с вами мы перейдем к презентации, потому что самое главное это вообще в принципе вот этот курс, о котором мы с вами, один урок из которого мы с вами сегодня разобрали. Курс называется «Как свои», он идет уже 2 года, уже огромное количество студентов закончило его, многие из них стали нашими амбассадорами. На нем вы можете научиться создавать работы, с которыми вы будете выделяться. Это работа с детьми, как жалко, здесь в США у нас запрещено работать с детьми. У меня останутся только мужики и аллопеции. Это до сих пор работа с аллопециями вызывает ажиотаж очень большой у людей, которые ваши подписчики, либо ваши будущие студенты, либо ваши будущие клиенты. И если уж вы такое сделали, то это как бы прыжок антилопы. Знаете, что это такое? Это когда антилопа прыгает перед носом хищника на 2 метра, а хищник такой, ебать, у нее сколько сил, какая она мощная, не буду даже пытаться ее съесть. Хищники же всегда высматривают больных особей, поэтому это прыжок антилопы с точки зрения мастерства. Вы будете выделяться всегда из толпы вот этих бесконечного количества одинаковых мастеров, которые вокруг нас существует. Так, короче, для тех, кому не надо ничего вот это вот слушать, вы посмотрели уже, примерно поняли, как работает линия гид, как строить формы. Если вы не собирались покупать, можете идти, потому что больше учить я вас сегодня ничему не буду. Покажу еще, конечно, зажившие работы, там всякие работы, но в общем и целом, а те, кто собирались и так купить, вот давайте вперед, ссылка в описании, ну, вот тут вот внизу под вебинаром. Вот, кто я не знаю, надо ли мне представляться. Меня зовут Елена Нечаева, уже, наверное, 15 лет в перманентном макияже. С 1-го года я начала преподавать. Я первая начала преподавать онлайн. Я знаю, как это делать, я знаю, как обучить, не присутствуя, потому что я учила своих студентов, и они у меня были, на меня работали. Поэтому как бы у меня не то, чтобы научить кого-то, записать курс, а как получится или нет, неважно. Они работали на меня, мне нужно было максимальное качество, поэтому я все знаю о преподавании, в том числе онлайн. 70 мастеров у меня работало ежемоментно, то есть вот у меня 11 студий в 9 городах, и вот в этот момент работает 70 мастеров, там в Краснодаре 15, в Ростове 12, ну вы поняли, да, потому что они по сменам работают, и 5000 процедур мы делали в месяц. Почему я создала этот курс? Потому что, ну прикиньте, количество работ, в принципе, по сети у меня, и учила своих мастеров, и
Хочу научить всех после того, как вижу эти пиявка брови, у меня жопа горит. Я хочу, чтобы делали красиво мастера. У меня, правда, горит жопа от того трэша, который происходит сейчас. От того, что клиенты начали бояться процедуры перманентного макияжа. Все рилсы, которые, знаете как, рвут жопу мне, были очень виральными. То есть их подхватили, растащили, потому что жопа горит не только у меня от того, что происходит в перманентном макияже. Это стало неэстетично, это стало декоративно, это стало бросаться в глаза. То есть у нас есть категория людей на улицах, на которых мы с вами смотрим. Это либо трешак, и ты думаешь, боже, какой кошмар, я так себе не хочу. Либо это что-то такое декоративное, это, в общем, на мой взгляд, тоже трешак. И ты тоже думаешь, блин, а вот если это и есть перманентный макияж, я так себе не хочу. Либо вы видите красивого человека и думаете, какая красивая, она такая, сама родилась. Вот, скорее всего, она тоже либо накрашена, либо с перманентным макияжем, просто у нее он сделан качественно. А вы думаете, она сама такая красивая. Поэтому, как только у большинства мастеров перманентного макияжа в портфолио будут красивые лица, не вот это вот говно, которое всем лепят, вот эти пиявки, построенные нитками, тогда и у клиентов у всех станет автоматически больше, потому что последние 2 года, с тех пор, как существуют вот эти текущие тренерские курсы, резко упало количество запросов, и это меня поразило, потому что мы статистику поднимали, резко упало количество запросов на перманентный макияж вообще в принципе, потому что люди начали побаиваться того, что им сделают. Вы можете сделать, научиться так же красиво работать, как я, мои амбассадоры, мои выпускники, студенты. Я думаю, что вы их наблюдаете, да, то есть их немного, и если вы копнете, если кто-то работает прилично, то с вероятностью там 95%, это если не схема, я имею в виду, он у меня учился, либо учился у одного из моих студентов. Почему техника как свои уникальна, потому что с нею, вы посмотрели, я показала вам работы. Сейчас я сейчас еще покажу, кстати, работы. Особенно меня радуют работы зажившие на сложных кожах. Так, сейчас на момент, как это находить. Я просто тут сделала подборку именно таких сложных. Здесь, кстати, это не то, что я хотела показать. Так, вот здесь уже поинтереснее. Здесь я хотела показать, что, в принципе, это одна из старых работ моего куратора. Я хотела показать именно кожу. Посмотрите, то есть, когда говорят, волоски там, они почти никогда не приживаются, это все дело техники. Посмотрите на эту кожу. Вы понимаете сами, да, здесь нету обработки, насколько это толстая, мощная, как, не знаю, как ее вообще можно было пробить. То есть и на такой коже тоже волоски ложатся, и на такой коже они отлично заживают и отлично носятся, потому что вот это волоски зажившие. Видно, да? Все волоски на месте. То есть всегда дело в технике и в практике. Чтобы вы понимали, я 2 года не работала. Если я сейчас сяду работать, у меня, скорее всего, будет плохо получаться, потому что я давно не практиковалась. Я постоянно об этом говорю. Чем вы чаще делаете волоски, тем они лучше будут у вас получаться. Я вам буду показывать зажившие работы, как бы. Так, это не та девушка или та родинка. Нет, это не та, они просто похожи. Вот, эта работа свежая, эта работа... увеличься, ё-моё. Это работа зажившая, видите, красноты нету, все норм. Это, запомните эту форму бровей, просто там дальше она будет зажившая. И вот родинку вот эту запомните, она где-то будет. Вот это тоже зажившая, просто сама фотография холодная, но вы имеете в виду, что форма изменена очень сильно, и там пучочек где-то в середине, потому что свои волоски всегда видны, да, а нарисованные, но тоже они видны. Про качество волосков. Тоже зажившая работа. Это все всегда перед коррекцией. После коррекции клиенты, как вы знаете по себе, наверняка они обычно не приходят. Заразы такие. И вот здесь, кстати, хорошо видно линию смены направления волосков. То, что снизу нарисованы, вверх идут, сверху сплелись вместе со своими. Там тоже есть работа, но просто как бы их не видно. Они создают там фон, создают общее направление. Если сильно присмотреться, у меня нет возможности отодвинуть, то там видно волосок свой, он как бы чуть более светлый, чуть более размытый, но он там идет и форму создает. Понимаете, да? Какое сильное изменение формы возможно. То есть здесь тоже перед коррекцией, после коррекции, вот работа. Перед коррекцией волоски с пробелами, так бывает, так тоже заживают, причем на более хорошей коже, как вы видите. Но вы можете посмотреть, и видно, насколько все равно большая работа по изменению формы совершена. Так, это тоже зажившая работа. Здесь тоже, видите, как много волосков дорисовано, но вы даже не поймете, где они дорисованы.
потому что они сливаются со своими по направлению, даже не просто. Я не знаю, напишите, видно, не видно вам, но, по-моему, здесь видно. Я просто не буду рисовать, ну, чтобы показать, где нарисованные, но здесь все очень хорошо видно. Форма четко создана именно нарисованными волосками, а свои они для рельефа очень круто. Почему я всегда призываю сохранять все волоски, чтобы рельеф сохранялся максимально. То же самое. Пробелы закрыть, где-то какие-то пустоты закрыть, усилить середину, и будет вам счастье. Здесь тоже очень сильное изменение формы. Вот эта работа мне вообще, я тоже поражена была сама. Ну, это кто-то из наших девочек, кто курсы закончили, они присылают мне работы, меня отмечают, я говорю, ой, пришли еще там файлами. Чтобы вы понимали, это не мои работы, это не самых лучших там кураторов с курса работы, это просто вот одного из последних студентов работа, которую мы недавно позвали в амбассадоры. И здесь вообще волосков своих, ну, как бы, вот они, 3 штуки, видите, ну, их видно, они такие более коротенькие, там сям торчат, как щетинки, здесь все нарисовано. Так, это тоже она. Тоже вот зажившая работа, видно, да, что форма создана, волоски сплетаются, соединяются. Я ее вначале показывала, ну просто чтобы вы понимали, как это может выглядеть. Это, кстати, она свежая, смотрите, чтобы вы понимали, что там было до. Видите, я по родинке определяю, родинка под глазом и на глазу тоже. То есть до это просто, ну, уничтоженные брови. Зачем сверху щипать? Поражает меня. Посмотрите, там читается форма. Ну и, в принципе, мастер воспроизвела ее практически полностью. На коррекции там по мелочи еще дорисовать то, что не прижилось. Понимаете, да? То есть это случаи, вот эти вот вопиющие, когда аллопеция, или когда волоски выпали из аварии, или когда с вами ребенок, или это когда онкология. Это все случаи, которые в соцсетях всегда вызывают ажиотаж у клиентов. Они такие, ничего себе, смотри, как она умеет. Значит, с моим случаем точно справится, понимаете? И, вот эта девочка, кстати, которую я вначале показывала, смотрите, какая крутая. Помните, там такие совсем тоненькие были брови? И какая крутая работа получается. Так. Это тоже уже обновление, по-моему. Здесь я, насколько помню, мы здесь обсуждали минералы с кем-то. И это минералы спустя, по-моему, 2 или что-то такое года. На очень возрастной, очень толстой вот этой коже. И видите, да, что и держится хорошо, и волоски читаются. Они, конечно, еще посветлели, еще немножко, ну, у них изменилась фактура, но они читаются все, и форма абсолютно идеально читается. То есть здесь по мелочи вот в районе головки дорисовать, там что-то вот выпало, и все. Можно еще несколько лет жить. Вот здесь, кстати, смотрите, видно оттенок немножко другой. Здесь, видимо, глубже уложил мастер. Ну, тоже прикольно. Прикольно наблюдать. Вот спустя 2 года вот та бровь интересней. Это тоже, это та же самая, по-моему, старушка, да? У нее на носу болячка. Нет, это другая старушка. У этой нету болячки на носу. Да, у этой нету. Короче, какая-то череда старушек. Все. И мы с вами идем дальше на презентацию. Ну и вы понимаете, гиперреализм я не буду вам показывать, я уже его вначале показывала, что это всегда херня из-под коня получается. Работать с мужчинами и с аллопециями вы не сможете, растушевка там не подходит, схемы там тоже не подходят. Это маразматичная работа с конференции, где я была судьей, я ее как пример привела, и таких работ очень много. На самом деле вам кажется, что сейчас, ой, сколько мастеров, но таких работ очень много. Все еще. Особенности техники. Вы, во-первых, рисуете продающий эскиз. Я постоянно говорю, вы научитесь это делать, и вы охренеете с того, что клиенты просто, они приходят, вы им делаете этот эскиз, просто можно день эскизов, и сделать так, чтобы каждые полчаса к вам приходили клиенты, которые боятся делать процедуру. И сейчас многие мастера мои так делают, ну, амбассадоры. День эскизов, каждые полчаса вы рисуете эскиз, делаете фотографии, даете своему клиенту, и он уходит подумать. Припудривать можно фиксирующей пудрой. И просто этот день будет, когда этот человек будет вас рекламировать всем абсолютно своим знакомым. Поэтому, если вы такой день выделите, вы офигеете с того, какой трафик у вас запустится. И это совершенно бесплатно, это абсолютно экологично, потому что женщина не может выбрать, а вы можете ей сделать 2 формы, например, бровей. Это невозможно сделать при помощи рамочек, при помощи каких-то полосочек, наклеенных на лоб линейкой и вот этой всей херни. Но если вы рисуете эскиз, который похож на свои максимально, то у вас и даете 2 или 3 варианта, у вас человек просто сходит с ума, какое лицо ему новое выбрать.
И это очень круто, это невероятно круто, таким образом искать себе новых клиентов, особенно если там вы переехали или переходите в другой ценовой сегмент, например. У меня нету в принципе повторяющихся каких-то линий, то есть это вот я называю это упорядоченный хаос, и при помощи карандаша и особого метода рисования вы можете научиться рисовать так же, то есть это просто живая получается бровь. Когда вы делаете процедуру, у вас волоски пересекаются в разных местах под разным углом, сливаются со своими, у них есть определенное направление, и линия гид в этом тоже очень сильно помогает. И получается, брови по схемам, и какие брови бы я сделала этому клиенту, если бы я могла с ним поработать. То есть это настоящие реалистичные брови, у которых есть объем, у которых есть нормальная форма, потому что строить это тоже искусство, да, повторять свои брови, которые были, это тоже попробуй, нарисуй это. И я на курсе учу, как это делать. Что дает владение этой техникой? Кровавый океан мастеров, у всех абсолютно одинаковые инстаграмы, и у вас тоже. У вас либо то же самое, что у всех, либо даже еще хуже, потому что кто-то озаботился там обработкой, вафл-пау, какие-то там вот эти все одинаковые вылизанные работы. Но если вы этого не делаете, но делаете просто плохие работы, как бы не имеет значения, и там не будет клиентов, и вы никак не выделитесь. Возможность выделиться из толпы – это очень важно. И мастеров, вот правда, что не говори, мастеров огромное количество. Мастеров таких, как я и мои амбассадоры, или те, кто прошел у меня курс, даже если это не наш амбассадор, может, на других красках каких-то работают, их единицы, их по пальцам пересчитать просто. Из сотен тысяч мастеров в мире единицы тех, кто не работают по схемам, и тех, кто вот выделяются из толпы, из этой общей. Естественно, вы будете зарабатывать больше, потому что такие работы хотят дорогие клиенты. Я об этом твержу постоянно. Я не думаю, что вы со мной в этом плане можете не согласиться. Напишите мне, согласиться, знаете как, напишите мне, что вот я работаю в чеке 30, 50, 150 тысяч, и мои клиенты хотят шаблонные брови, как у всех, сделанные растушевкой. Нет, это не так. Никто такого не хочет. И со мной поспорить тут никто не сможет. Вы зайдете в очень маленький сегмент людей, которые могут тренировать людей, которые хотят научиться работать так же. Я вам сейчас показала зажившие работы, показала свежие работы. Понятное дело, что совсем окончательные работы выглядят еще лучше, красивее. И это просто измененные лица, на которых не видно, что поработал кто-то и что это не настоящие. Потому что, я не знаю, единицы, вернее, знаете как, у меня богатые друзья, правда, очень состоятельные, намного более богатые, чем я. Никто из них не хочет выглядеть накрашенным. Все мои вот эти богатые подружки, они хотят выглядеть свежей, как персик, но не накрашенный. Макияж сейчас в моде такой, когда у тебя даже там, не знаю, куча слоев вот этого всего на лице, но выглядишь ты не накрашенным, просто свежим персиком. Вот этого все хотят. И вообще, в принципе, когда как бы самка ищет самца, да, давайте будем откровенны, она хочет выглядеть так, как будто у нее очень классная вообще генетика, вообще у нее шикарные волосы, она высокая, она быстрая, спортивная, у нее шикарные брови, ресницы, сочные красные губы и идеальная кожа, да. Хоть часть из этого и читерства, но на самом деле задача-то какая? Задача сделать вид, что ты лучше, чем есть. Такое, знаете, распушить перья. И чем более незаметен результат вашей работы, тем больше вам за это заплатят. И вы тут тоже со мной поспорить не сможете. Вы можете выделяться, потому что у меня идут приглашения на выступить на конференции с завидной постоянностью. Все эти годы я не езжу, я отказываюсь, я проехалась по нескольким конференциям, потому что мне не хватало их я думала, на самом деле мне хватило и моих заслуг, но я думала, что это усилит мою визу талантов, по которой я переезжала в Соединенные Штаты. Я обошлась и без этих конференций, но как бы я это сделала, чтобы подстраховаться. Но все эти годы я отказываюсь постоянно. Что вы думаете, вылез этот сраный гиперреализм? Потому что волоски хотят все. Но моих пока что мастеров за последние 1,5-2 года появились мастера, которые начинают уже, они начнут скоро появляться. И угадайте, куда денется весь этот гиперреализм, и все эти люди будут переучиваться.
у моих студентов или у меня, неважно, но они будут переучиваться, потому что это новое веяние, и потому что дорогие клиенты не хотят видеть на своем лице паучьи лапки. Вот. И сейчас, может быть, вас и засудят, потому что судьи сами не умеют работать так же, как вы. Но в скором будущем, когда вы уже отточите, есть вариант, что и на чемпионатах вы сможете побеждать. Потому что если там будет судей больше, вот сейчас там в Германии прошел, и там 2 моих выпускников с курса «Как своя», они уже будут другие оценки ставить, и вот это вот все. Поэтому будущее, я считаю, за техникой волосковой и, естественно, не за схемами. Для кого этот курс? Для всех. Еще раз повторю, я абсолютно уверена, что если делать все уроки, эту зону вы точно освоите, и у вас все получится. Даже с нуля, потому что переучиваться всегда сложнее. Если здесь есть кто-то у меня из моих студентов, скажите мне, что вот я работала в волосках, и переучиваться мне было писец как сложно. Мне самой было сложно начать работать по-другому, потому что я когда-то тоже в схемах работала. Поэтому научиться можно ли с нуля? Можно абсолютно точно. Онлайн с нуля научиться можно, и такие кейсы есть. Так, лент, эскизов, как устраиваете по записи с оплатой или... Ой, это уже вопросы, знаете, это уже на вашу выдумку. Короче, это вы там сами уже решаете. Я бы, если меня спросить, смотря какой вариант. То есть, если я и так высокооплачиваемый мастер, и ко мне не пробиться, я бы делала за деньги это. То есть, там небольшую какую-то там сумму для того, чтобы нарисовать эскиз и отпустить. То, что вы же потратили свое время, это как визаж. За визаж же платят деньги. Если вы начинающий мастер в новом городе, 0 клиентов, то можно делать это и бесплатно для портфолио и для вот такого сарафана, который распространится. Так, давайте дальше. Начинающие мастера смогут ли? Да. Продолжающие мастера смогут ли? Конечно. Просто мастера, которые работают, обычно ведут себя совершенно неправильно. Я об этом постоянно говорю. Они весь день работают, а вечером садятся, пытаются учиться. Устав, с замыленным глазом, с уставшей спиной, с ленью уже, хочется отдохнуть, и вот это вот все. Поэтому выделяйте правильное время или выделяйте больше времени для того, чтобы обучаться. Или учитесь с утра. Например, там, с 8 до 12 вы учитесь. У вас свежая голова, свежие глаза, и вы с удовольствием это делаете. А потом уже принимайте клиентов, потому что там у вас накатанное, повторяющееся, и там не надо сильно думать, и вы, может быть, даже и не будете сильно уставать. Поэтому, если вы работающий и плотно загруженный мастер, то вот послушайте меня и это делайте. А опытные мастера смогут ли? Конечно, да, но тоже поймите, что вам нужно будет переучиваться. Как я говорю, когда вы заходите ко мне на курс, выкиньте все из головы и просто не спорьте. Вот как там сейчас кто-то писал, Алине Агит, все равно я считаю, не меняется. Мне вообще все равно, что вы там считаете, правда, потому что вам надо прийти ко мне на обучение, забрать всю информацию, а потом сесть ее после курса и уже переработать, и уже свое я считаю туда внести, свои изменения внести, и получится что-то ваше уникальное. Постоянно об этом говорю, и так и есть. Каждый выпускник с моего курса, особенно я это смотрю по амбассадорам, с которыми мы продолжаем общаться, у них разный взгляд на то, что они делают, они по-разному сидят, они по-разному немножко делают укладки, но у всех классный, крутой результат, но у всех какой-то свой уникальный добавляется стиль. Чему вы 100% научитесь? При условии, что будете учиться. Вот это ключевое, потому что купить просто курс и посмотреть его ничего вам не даст ради любопытства. Нужно делать каждый урок, потому что сейчас идет 6-месячный курс, и на нем уже спустя 2 месяца есть студенты, которые на первых 2-3 уроках застряли, либо просто сдают какую-то фигню и проходят дальше. У них получится? Нет, у них не получится. Если вы не учитесь, если вы не делаете, у вас не получится. Симметрия видение красоты – это то, что развивается, это мышца, которую вы должны развить в себе. То есть это через большое количество тренировок, это через рисование, через эскизы постоянные на клиентах. Вы научитесь, знаете, мне каждый второй студент, который много работал, не который просто купил курс, а который много работал, он говорит, что офигеть, как улучшились все техники. То есть если вы научитесь делать качественно волосок, а у нас есть там блок, хороший такой, глубокий, на котором многие застревают по именно внесению пигмента и на латекс, и в кожу, то есть и сам правильный штрих, потому что я всегда говорю, растушевка и волосок – это одна и та же херня, просто волосок в одной борозде сделанный, а растушевка – это вот широким слоем на брови. Вы можете и там заглубиться, и там напятнить, и та техника плюс-минус должна одинаково выходить, если вы правильно вносите пигмент в кожу. Соответственно, стрелочки улучшаются, качество вноса пигмента улучшается,
улучшается, видение симметрии улучшается, растушевка, естественно, улучшается, потому что вы начинаете видеть, чувствовать, если тренируетесь. Так, я тоже на курсе у вас, но когда я делаю ваши уроки, я забываю то, что училась. Правильно, молодец. Так, да, у каждого со временем свой почерк формируется. Совершенно верно. Девочки из Ростова, кто учится, я приду за деньги, сделайте мне брови. Вы чё, клиент, который сидит и смотрит это, что ли? Слушайте, я в Ростове, я, честно говоря, не знаю, по-моему, никого из амбассадоров, в всяком случае, нету, но у вас же Краснодар рядом, господи, сели на электричку, приехали в Краснодар. Один из лучших мастеров в этой области, Саша Кузнецова, работает в Краснодаре, и просто к ней попасть счастье. Я жду лета, чтобы к ней попасть на обновление, она просто охеренная, просто вообще. Поэтому не идите к кому-то, идите к опытному мастеру уже. Так, Кристина, можете вы мне ответить на вопрос об оплате? Читайте сейчас перед обучением. Так, новичку онлайн с нуля можно ли научиться? 100% можно, 100% можно, потому что вы не будете заняты работой, вы будете с утра до вечера учиться. Миллион, я даже скажу, процентов можно. Потому что у меня в инкубаторе с нуля, без кураторов даже, а здесь у вас, извините, будут кураторы, раз в неделю разбор работ, вы в чате находитесь со своими коллегами, с которыми вы будете учиться. У нас ограничения, мы возьмем не больше 100 человек на курс, но вы будете разбиты на маленькие группы, там человек по 10-15 в каждой группе. Но вы должны понимать, что количество кураторов, оно не бесконечное. У меня сейчас не так много все равно кураторов, которые готовы работать вот постоянно с этими, с новичками, в смысле со студентами, поэтому просто имейте в виду. Вот тут отзывы пошли, курс тяжелый, но он офигели, такого курса нет нигде. Так, да, по оплате, слушайте, здесь закреплена ссылка вот здесь, вот прям вот в вашей трансляции, вы можете туда идти и оплачивать. Так, окей, едем дальше. Видеть красивую форму научитесь 100%, потому что формам мы уделяем максимально большое внимание в самом начале, и потом через весь курс вы должны протащить улучшение форм, потому что кураторы будут вас ругать каждый раз, когда вы рисуете. Знаете, есть такое: увлеклась волосками, увлеклась укладкой и сделала уродливую форму. Нет, это не будет пропущено. Поэтому имейте в виду. На вот этом курсе, который сейчас идет, я сделала 2 больших ошибки, и этого не будет на новом курсе. Вас не пропустят дальше, если вы не сдадите хорошую, качественную работу. Не будет этого. И второе, это то, что курс длится 6 месяцев, который сейчас идет. Это тоже большая ошибка, потому что на расслабоне. Первые 2 месяца сейчас все на расслабоне. Ой, я уехала, ой, я переехала, ой, я пока что еще не приступила. Вот это все, а потом начнет жопа гореть, все начнут не успевать. А есть люди, которые учатся, они молодцы, да, но 6 месяцев это дохрена. Лучшие результаты были у людей, которые учились 3 месяца. Я уже смотрю, у меня был годовалый курс, у меня был 3-месячный курс, 6-месячный курс, и самые лучшие результаты были у тех, кто 3 месяца учится, поэтому больше таких не будет ошибок. Так, четче и быстрее рисовать эскиз, и именно продающий эскиз, да, получится 100%. Именно вот на вот этих всех 4 характеристиках идет заострение на этом курсе. Симметрия, потому что много тренировок и без нее никак. Качественный прокрас, потому что вы застрянете обязательно на моменте работы на латексе, на штрихе, потому что у 9 из 10 из вас эта проблема является. Формы – это вообще проблема 9,5 из 10 клиентов, не клиентов, а мастеров. Я постоянно делаю разборы и формы, и даже знаете, я постоянно работаю со своими амбассадорами, я вижу их работы, и я постоянно вмешиваюсь, говорю: смотри, вот здесь вот надо бы вот чуть-чуть поправить, вот здесь поправить, потому что форма – это самое ключевое, что вы делаете с изменением лица вашего клиента в вашей жизни. Так, результаты предыдущего потока. Слушайте, я не буду уходить в этот, я уже вам покажу. Ну, это, знаете, там то, что было, то, что стало. Это, короче, здесь куча работ. Я, честно говоря, не удосужилась добавить новые в этот раз. Но там, вы понимаете, это как бы до курса. Тут много будет кейсов. Потом мы будем вам еще на почту их присылать. До курса и после курса, как бы, понимаете, вот это вот то, что люди делали до курса. И так работают многие из тех, кто приходит на обучение. То есть работы я показала до, это работы, после, это работы до курса. Схемы, где вот та самая грязь, то самое пересечение неправильное волосков без учета, ну, понимаете, да? Как бы это ни было. Это, кстати, работа, вот сейчас я показываю вам. Вот это, вот конкретно эта работа Карины Хазиевой. Она у нас уже тоже заслуженный куратор на курсе, уже какой поток ведет, 2 или 3. Вот это ее работа, я просто не все помню, а вот это помню. А это, вот где написано контур,
Смотрите, так, где сейчас будет написано, где слово контур, потому что она работала долгое время в студии, вот, в студии у Юлии Виннер, которая тоже делает волоски, но она их делает по схемам только. И вот такие работы она делала, работая там. Это Карина Хазиева, потому что она единственная, кто в контуре работал. Сейчас она наш амбассадор, она оттуда ушла уже после многих лет работы, изменила полностью технику работы, но вы понимаете, вот до-после конкретного специалиста. Карина Хазиева, которая наш амбассадор, и которая вот от этого пришла к тому, что вот это все ее работы, прикол. Да, пришла к тому, чтобы делать фееричные работы. Но это уже чьи-то, но это тоже схемы, вы понимаете, да? Это то, что делает большинство людей после гиперреализма этого сраного. Так, что тут у нас? Ссылка не закреплена, появится после эфира. Вам придет вся информация после эфира, народ. Сколько по времени курс сейчас 6 месяцев? Сейчас идет 6-месячный курс, но новый курс, который я сейчас вам продаю, будет 3-месячный. Так, лучше резервируйте себе 8 часов. Я была с опытом, и то целыми днями сидела, но, может, вы способны, у вас пойдет. Муж с ребенком меня не видели. Машинку, наверное, можно практически любую иметь. Главное, чтобы у нее игла вот так не дрожала, на курс всех остальных машинок хватит. Что на курсе у нас будет? Пластическая анатомия, да, потому что я профессиональный художник, и я профессиональный учитель по живописи, а мы пластанатомии нам во время моего обучения уделили огромное количество времени. И многие мастера не понимают даже, где должна бровь находиться, потому что у них нету вот этого понимания пластической анатомии. А я, например, моя защита диплома была по пластанатомии, я рисовала в полный рост человека, техника сухая кисть начинается, без кожи. Я прорисовывала каждую мышцу, в том числе на лице, и это была моя вот такая, знаете, в рост человека. То есть у меня был холст, почти 2-метровый, и на нем у меня был человек, на котором нету кожи, я каждую мышцу, я охренела, сколько их там в лице, сейчас я уже, конечно, половину забыла, но я не думаю, что у кого-то есть такой еще бэкграунд, как у меня. Пластанатомия супер, важная штука. Будет часть, я ее назвала разрисовка, это момент, когда вы работаете ручкой. Если есть возможность сразу начинать машинкой, тоже классно, но есть такое, знаете, много движений мы неправильно совершаем еще на этапе работы ручкой, поэтому можно будет потренироваться. Будет, естественно, еще больше про линию гид, будет продающий эскиз, будут про аппараты, блоки, колористика, отработка на латексе, очень большой блок тоже, естественно, практика на людях. Я говорю всем, купите башку манекеновую или какие-нибудь пластыри, чтобы на людях прям, потому что чем больше вы именно на людях ставите руки, тем вам будет удобнее потом в полях оказаться, когда вы будете с клиентами работать. Будут куча процедур, там, не знаю, штук 7 или 8 процедур на разной степени волосатости бровях, с разной ситуацией волосатости, направления роста и так далее. И будут аллопеции женские, мужские, детские. А также будет на почти все работы коррекция, которую я сделала. Потому что коррекция тоже важный момент. Так, сюда не смотрите 3 месяца. Уроков 60 осталось. 1 раз в неделю разбор в зуме с куратором курса, то есть вы собираетесь и в зуме заранее вы скидываете свои работы, она каждую работу разбирает, говорит, у тебя эта ошибка такая-то, ты должна вот то-то, то-то сделать, чтобы эту ошибку снова не совершать. У вас будет общий чат и чат с вашей группой, потому что общий чат обычно слишком... Я даже не вижу, наверное, смысла общий чат прям создавать, потому что там просто случается хаос, там по 1000 сообщений за день, это просто сводит меня с ума, я туда даже не захожу. А вот общий чат с вашей конкретно группочкой, маленькой, где будет человек 10-15, будут стоп-уроки. То есть вы не пройдете дальше, пока идеально не сделаете вот этот текущий урок. И только в этом случае все мои опыты по разному виду уроков говорят, что лучших результатов люди достигают со стоп-уроками. Это значит, что вы будете понимать, что время уходит, вам нужно тренироваться. Это значит, что вы будете несколько часов в день выделять, и вы будете внимательно смотреть урок и внимательно делать домашние задания. И именно в этом случае вы придете к результату. И самое важное, что этот последний курс вы можете приобрести за стоимость в 2 раза ниже, чем все предыдущие. Он будет 3-месячный. Все абсолютно будут условия такие же, как у всех у предыдущих курсов. То есть стоп-уроки, когда вам куратор говорит, что именно вам нужно изменить. Вам дается блок заданий в начале недели. Вернее, по-моему, он дается в пятницу. У вас есть там 2 выходных, чтобы с ним ознакомиться. До пятницы вы должны сдать все уроки.
Ну, вот таким образом это функционирует. Это самый лучший, как бы это сказать, алгоритм работы для вас, который мы путем вот этих последних 2 дней вывели. У вас неделя на то, чтобы выполнить все уроки из этого блока конкретного, который вам дается. Поэтому к пятнице вы сдаете все свои задания, куратор их принимает, если, тогда вы получаете новый блок. Если не принимает, то вы продолжаете работать над теми уроками, которые вы не смогли сделать. Поэтому, если вы заходите на курс, то вы должны понимать, что работать придется. И сейчас у нас что, весна еще не наступила, да? То есть с 1 марта стартует курс, март, апрель, май. Следующий курс, я планирую, что будет в сентябре. Я его планирую переписать, изменить, но я сейчас с большей вероятностью буду заниматься тренерским курсом, который у меня завис, и я никак его не выпущу, не создам. Вот, поэтому не факт, что я сделаю еще один такой курс к сентябрю. Поэтому этот курс будет последний, на который вы можете попасть. Он уже проверенный, он охрененный, на нем очень много крутых результатов. Вот. После этого курса есть вариант, что вы станете нашим амбассадором, а у нас очень классно, весело и вообще много плюшек и фишек. Буду рада вообще, в принципе, всех вас видеть в том, чтобы вы работали нашими красками. Но если вы амбассадор, это отдельная категория людей, такая элита, знаете, у нас лучшие собраны. У нас не просто собраны все, кто работает нашими красками, а нет, у нас лучшие собраны в своей сфере. Вот. Поэтому, что тут? Это не буду я показывать, потому что конференцию, я не знаю, мы сделаем или нет. 99% что сделаем. Что конференция пройдет, и она будет с мастер-классами, с волосками и со всякими новинками. Где-то в районе, в Москве, это будет не Турция, в 20-х числах августа. 90%. То есть мы будем показывать, это будут прям демонстрации на большом количестве. Короче, будет много всего интересного. Но сейчас как бы не про конференцию, но если мы ее сделаем, это будет круто. Если руки дойдут, короче, это будет в конце лета в Москве, чтобы вы понимали. Иностранцев, скорее всего, так, вопросы по курсам. Сейчас я на них поотвечаю. Иностранцам, может, и не получится, потому что мы посчитали, мы хотели в Турции сделать, и это слишком геморройно, слишком дорого, короче, мы решили не делать этого. А вот в Москве это проще, и с высокой вероятностью мы ее проведем. И, естественно, у всех наших студентов будет возможность попасть еще и на отработку на моделях с кураторами. Поэтому сейчас, кстати, кстати, я вам скажу, но уже мест нету. 17-18 первый мастер-класс живой пройдет девочек в Питере. И я планирую, чтобы они делали это постоянно. Я надеюсь, им понравится, у них все получится. Вот, то есть вы сможете посмотреть вживую, как работают мастера, лучшие в этом деле, и потом под их чутким руководством сделать отработку на моделях. И они сейчас это провели в Питере, потом девочки планируют в Москве, потом это будет Казань, это будет Уфа, везде есть наши мастера, это будет Краснодар, то есть мы планируем это делать постоянно. То есть у вас будет возможность отработать, потому что понятно, что онлайн, да, понятно, что многие достигают результатов, но девочки, например, там наши, они друг к другу ездят и там фишечки какие-то перенимают, и всегда это круто еще и офлайн посетить. Поэтому, если есть возможность поехать офлайн кому-то из наших кураторов, вообще просто даже не думайте, там будет миллион ошибок, которые он у вас найдет вживую при работе, исправит, поправит, и вы просто сделаете скачок через голову, и это будет очень круто. Так, можно ли пройти онлайн без кураторов? Это можно, но в инкубаторе, в клубе. Там есть этот курс, вы можете в своем ритме зайти, раз в неделю получать урок, бесконечно тренироваться. И у нас есть, наверное, человека 3, которых я заметила, они меня отмечали в Instagram Stories. Я говорю, а ты у меня училась, потому что я не помню. Там я в общем и целом все время бываю в чатах, смотрю, провожу тоже прямые эфиры иногда с текущими потоками. Они говорят, нет, я в инкубаторе училась сама, и результаты офигенные. И вот, кстати, один из примеров – это Света Зайцева, например. Она в инкубаторе прошла практически весь курс. Я ее заметила, говорю, офигеть, ты красавчик. И я ее взяла, забрала к себе, утащила в амбассадоры, засунула еще раз, она прошла этот курс уже с кураторами, еще там поняла много всего. И теперь она просто отрыв башки, какой мастер. Вот они как раз с Кариной и со Светой Королевой в Питере организуют мастер-класс. Поэтому если вдруг они там 3-й день для вас откроют, мало ли, можете попроситься, потому что, насколько я знаю, уже все выкуплено. Вот. Про
подарки, рабочие тетради и пакеты. Я вот этой фигней не страдаю, потому что кучей подарков заваливают своих студентов тренера, у которых, ну, как бы нечему особо учиться. Они пытаются вау-эффект создать при помощи вот этих всех подарков. Всем подарки, подарковые подарки. У меня сам курс по себе такой крутой, что есть вариант, что вы его до конца даже не дойдете, но если будете плохо учиться, но все равно лучше станете, безусловно. Тут врать я не буду, потому что очень многие до конца не доходят, спотыкаются, застревают. Но даже если вы на первых 3-4 уроках застрянете и их все-таки осилите, то вы 100% измените хотя бы формы и качество внесения пигмента, потому что вот вся вот эта вот в начале сосредоточенная информация. Имейте в виду. Так, ловушки психики, почему 6 месяцев, а не год? Потому что год мы проходили, и это писец. Это было просто бесконечно, все устали. 6 месяцев то же самое. Вот я сейчас наблюдаю, уже прошло 2 месяца из 6, и еще не раскачалась половина вообще студентов. Они еще думают, ой, еще столько времени, я успею. Он же раньше типа 3-месячный был. Поэтому в этот раз мы сделали 3-месячный, и больше я длинными делать не буду. Есть еще такая особенность у людей, что вы не готовы очень долго и очень много работать. Вы устаете. У всех есть семьи, работы и так далее. Поэтому 3 месяца – это срок, в который мастер может напрячь все свои жилы, кишки, мышцы, там, волю и все прочее и совмещать работу, учебу там, и семью. Вот. И это оптимальный вариант. Так, если я не успею, у вас есть всегда возможность дойти этот курс в инкубаторе, либо потом сидеть ждать, когда я новый курс запущу и в него снова поступить. Потому что есть у нас студенты, которые из курса в курс идут, доходят. Если ты идешь из курса в курс, то ты потом начинаешь там с определенного урока. Но, наверное, так у вас уже не получится, потому что в инкубаторе только получится. Вы также в инкубаторе можете себе куратора нанять вообще без проблем. Так, а если я передумаю, заболею, забеременею, умру, как бы это меня уже не касается. Как только вы оплатили курс, вы на него зашли, вам открываются уроки, вас сидит и ждет куратор, чтобы вам ответить, волонтеры, которые там тусят в чатах. Но если вы заболели, забеременели, умерли, переехали, это ваши проблемы, и вы тогда потеряете просто деньги. Потому что как только мне поступят ваши деньги, я сразу их потрачу, никому назад не отдам. Имейте в виду. Я не буду вас жалеть, в ваше положение входить я не буду, переносить вас никуда не буду. Просто рассчитывайте свои силы самостоятельно. Так, сколько надо выделить времени на курс? Кто-то говорит 8 часов в день, но это маразм, это слишком. Я вас призываю просто быть более внимательными. Когда ты смотришь урок, вот, например, там урок, и там говорится, вот держите карандаш вот тут, да, и вот таким образом, я сейчас утрирую. И мастер сидит и держит карандаш вот тут, и вот так. То есть, если ты сам себя оцифруешь, посмотришь, как там и как у тебя, ты поймешь свою ошибку, и ты не будешь весь день тратить на неправильное движение свои усилия. Поэтому ваша задача просто очень внимательно посмотреть урок и очень внимательно посмотреть на то, что вы делаете. И тогда у вас количество времени сократится. Потому что основное количество людей, которые тратят очень много времени на обучение, я считаю, что 2-3 часа в день вот так вот выше крыши, при условии, что вы четко повторяете. Вы знаете, человек совершает ошибку, он там вкапывается. И он весь день сидит и вкапывается. А в чем смысл его тренировки? Как бы он лучше не становится. Надо просто именно так поставить пальцы. Именно так создать движение. Ну, короче, я сейчас про там что-то определенное говорю, но вы вот просто меня поймите. Вот я, когда приходила к своим студентам, здесь у меня есть одна в Шарлотте студентка, которая училась на курсе у меня. Я пришла к ней, я говорю, подожди, у тебя, смотри, как руки стоят. Ты вообще как сидишь, как ты относительно кожи держишь машинку. Ты же смотрела урок, где я говорю, как это должно выглядеть? Да, смотрела. Почему ты? Ну, я думала, вот, типа, когда вы учитесь, еще раз я вам говорю, сделайте именно так, как я показываю. Именно так. Вот когда вы курс закончите, вы можете уже что-то видоизменять. Во время курса просто повторяйте один в один то, что я вам говорю, и у вас получится в этом случае быстрее все. Сколько стоит курс? В половину, $750. И это последняя цена, и ближайший курс стартанет, возможно, в сентябре, и он будет снова дорогим, потому что я его перепишу, он не будет стоить столько, больше, я не знаю. Не, конечно, ну нет, это слишком, потому что это слишком крутой курс, чтобы его так обесценивать. Как оплатить, если рассрочка, если скидки, вам расскажет поддержка. По-моему, для граждан СНГ рассрочка есть. Как оплатить, там ссылка придет, все просто. Скидка, вот она есть, 50%, ядрёна вошь.
Так, могут ли отчислить с курса? Ну, гипотетически, если вы там начнете всех куда-то посылать там или что-то козлить, конечно, вы можете быть отчислены, вам дадут доступ в инкубатор условно куда-нибудь, чтобы вы там копались. А если, ну, таких случаев еще не было, чтобы кого-то отчислили. Это какого-то сумасшедшего кого-то можно, конечно, отчислить. По ссылке, заполнить данные, оплатить участие, все просто. Обязательно нужен Telegram, но я думаю, что вы и так все в Телеграме есть, да? Раз в неделю вам дается, ну, предоставляется доступ к платформе GitKurs, на ней дается доступ к блоку уроков, вы должны его выполнить. Нужно сразу каждый урок выполнять, советоваться с коллегами, отправлять куратору свой урок, потому что он должен вам сказать: да, окей, это хорошо, иди к следующему. Не нужно перескакивать и делать следующие уроки, не сделав предыдущий, потому что все уроки построены по принципу вытекает новый из предыдущего. И знания предыдущего и навыки, умения, которые вы там приобретете, важны в следующих уроках. Поэтому не надо скакать, нужно поэтапно идти от урока к уроку. Это важный момент. С 1 марта вы приступаете к обучению. Надеюсь, много из вас приступит к обучению. Так, все, презентация закончилась моя. Ну все, что вам еще показать, рассказать? Весь курс есть в инкубаторе, да, но вы должны понимать, что в инкубаторе урок открывается один раз в неделю. Курс длится 3 месяца, в нем 60 уроков. Один раз в неделю в инкубаторе открывается. Там вы будете долго проходить этот курс. Там не открывается ни пачками, ни блоками, ни доступ ко всему курсу. Такого там не будет. В инкубаторе свои условия. Там раз в неделю открывается доступ ко всем урокам, ко всем курсам, которые есть в клубе. Их там много, и они все важны, интересны, и вы можете на всех на них учиться, но если вы хотите именно курс по волоскам пройти быстро, то вам надо сейчас зайти, потому что такой цены больше не будет. А если вы, ну, просто хотите в своем темпе, вообще не спеша, не напрягаясь, совмещая с работой, с семьей и так далее, то это инкубатор, безусловно. Тренерский неизвестно когда, да? О, тренерский. Тренерский я рожаю мучительно сейчас. Так, амбассадора в Пятигорске, по-моему, нету, если я не ошибаюсь, но есть в Краснодаре, он рядом. Проводите в Калининграде конференцию, иностранцам проще попасть через границы с Россией, девочки с самолетами. Надо подумать, надо узнать, потому что Калининград прикольный город, я бы там хотела даже сама оказаться. А в Питере есть амбассадор, это Светлана Зайцева, и она как раз-таки, она куратор на курсе по волоскам, как свои, и она очень классный мастер. Выбор на тренерский курс, чтобы хотела после курса, как свои, записаться на тренерский. Вебинар на тренерский курс будет, когда будет тренерский курс. Я сейчас вот к нему приступлю скоро, и у меня сейчас ремонт заканчивается, я планирую в своей красивой новой студии уже все это делать, поэтому, конечно, будет. Ёптель, цена $700 сейчас, девочки, это шара, даже если нет, то отложите каждый месяц, возвращайте по $100. Я тоже хочу на тренерский курс, будет, а я о нем расскажу. Как показала практика, кто-то, видимо, тут у меня учился на 3 месяца, да. Что нужно для курса? Для курса вам нужны машинки, пигменты, в идеале люди, потому что я говорю, все, что вы узнаете новое, нужно сразу на людях откатывать. Вот вы узнали новое движение, уже идите и штрихуйте по-новому, у вас штрих будет лучше. Вот вы узнали, как по-новому формы строить, сразу на людях, потому что на бумажке или на планшете это одно, на людях это вообще другое, поэтому все на людях, вам нужны люди. Но мы же не в пустыне живем, да, люди у всех есть, поэтому просто имейте в виду. Вам пригодится очень сильно башка латексная, вот такая вот она, видите? Круглая с затылком, потому что если нету людей, то на ней хотя бы рисовать, потому что вам нужна имитация процесса. Вам очень круто поможет планшет вот такой. Всегда рисуйте на поверхности, которая параллельно вашему взору. Не рисуйте на бумаге, потому что вы не сможете увидеть хорошо симметрию. Поэтому вам нужен будет вот такой вот, смотрите, вот такой мольбертик. Он стоит 3 копейки для того, чтобы, когда вы рисуете на бумаге, или если вы оцениваете симметрию, надо, чтобы все было параллельно вашему взору. И вам нужно будет латекс, иголки единички, ну и там все, что нужно для того, чтобы работать на клиентах. Этот курс некоторые мастера проходили весь на латексе, то есть они не хотели, особенно там кто-то заморачивался в Европе, живя, ну типа я боюсь совершать ошибки, там что-то такое, вот я вот сначала на латексе, потом на клиентах. Я вам так скажу, все, что вы делали до этого курса,
было хуже, чем если даже вы совершите какую-то ошибку на клиенте. Потому что вы уже будете знать, как правильно, вы не бойтесь работать на клиентах. Но, безусловно, если вы вообще новичок и вообще у вас даже кабинета нету, вы можете весь курс пройти на бумаге, латексе и планшете, например, и потом вот с этой вот кучей знаний начать уже работать и на клиентах в том числе. Ну, например, пройдя там повышение у какого-нибудь из амбассадоров. Но я рекомендую все-таки к середине курса хотя бы, через месяц, уже иметь кабинет, кушетку и клиентов, на которых вы сможете все вот это оттачивать, все, что я вам говорю. Так, я хочу приобрести курс, но у меня запланирована оплаченная поездка с 1 по 15, как быть? Я не знаю, что мне тут вам сказать. Ну, с 1 по 15 100% вы сможете тренироваться на бумаге, на планшете. То есть, если у вас поездка, возьмите с собой вот это все и просто тренируйтесь в поездке. Потому что, что мне только не писали. И на пляже сидели, тренировались, как бы вообще не вижу проблем. Смотря чем вы там собираетесь заниматься. Ну, как бы, я за вас не могу это решить, понимаете? Просто, либо смиритесь с тем, что вы пропустите вот эти 2 недели, и потом просто вам надо в 2 раза больше времени потратить, выделить его, чтобы наверстать все. Потому что, многие заболевают на курсе или там что-то случается, откладывают. Елена, если не сможем найти людей. Я вам тогда сочувствую. Что могу сказать? Слушайте, в смысле не сможем найти людей? У всех есть мама, папа, бабушка, дедушка, муж, соседка в магазине, если вы работаете продавцом, просто человек, который к вам пришел, и вы ему скажете: а я учусь на мастера, а смотри, у тебя какие брови, а я могу тебе вот так сделать и показать, что вы там на планшете нарисовали или на бумаге нарисовали, сказать: а пошли ко мне вечером, я тебе нарисую. Как бы вы живете среди людей. Я не верю, что вообще нету людей. Это какой-то, ересь. Заодно научитесь приставать к людям вообще в принципе. Я имею в виду, знаете, как самое крутое находить клиентов. Когда в разговоре, вот вы там с кем-то в магазине общаетесь, с продавцом, и на него смотрите такие: слушайте, я с вами общаюсь, на вас смотрю, у вас такие брови, вот вы выглядели бы гораздо более эффектно вот с такими, и там в телефон достали и показали, а я вот так умею. Все, она ваша клиентка, она к вам пришла, и она приведет всех своих подружек, и вот это вот все, особенно если вы ей угодите. Но это сложно себя перебороть и сказать, пристать к человеку, который вас не спрашивал совета про свои брови, взять и об этом разговаривать. У меня девочки смеются, они даже подходят там к лысым мужикам и говорят: слушай, у тебя бровей нету, я вижу, но вот я вот так умею, пошли ко мне на процедуру, я тебе бесплатно брови нарисую. То есть это большой стресс, когда ты кому-то пристаешь со своей услугой, но если вы это преодолеете в себе, вам это супер поможет вообще, супер вас раскрепостит. Так, я в Чехию ездила с головой манекена на неделю, так что справитесь. Вот, видите? Я нахожусь в каком штате? Я нахожусь в штате Северная Каролина. Северная Каролина, и где-то в марте я планирую уже открыть студию, я буду тоже обучать здесь, пока у меня ремонт идет. Так, я тоже хочу на курс, но я с февраля по конец апреля буду в отъезде. С февраля по конец марта, апрель. В смысле, тогда у вас не получается, потому что вы 2 месяца проведете. Под рукой только ручка. С февраля, эти 2 месяца вы можете провести. Знаете как? Я вам вангую. 9 из 10 из вас застрянут на этапе отрисовки форм. Вы не думайте, что вы проскачете этот курс, что вы какие-то гении, что у вас получится сразу быстро все пройти. Вы застрянете на 2-3 недели только на формах, потому что это не так легко, как вам кажется. Нарисовать красивую, вот по правилам построенную, симметричную форму бровей и пару, да, тем более левую и правую, это непросто. И это краеугольный камень тоже. То есть я считаю, что у вас есть 3 вещи, которыми вы должны овладеть. Это красивые формы, которые вы научитесь подбирать к лицам, да, а этому вы уделите львиную долю времени, потому что, правда, давайте будем откровенны, вы строите нитками или делаете какую-то ерунду на лицах. И не хочу там вас совсем-то обсирать, но все работы, которые я разбирала, когда мне писали в Инстаграм, они были очень слабые, все одинаковые, все несимметричные, все без учета индивидуальности лица. Поэтому готовьтесь к тому, что вы застрянете на первом блоке на 2, на 3 недели. А это в основном работа в планшете, на бумаге, на распечатанных портретах. То есть есть 2 варианта. Вы либо в планшете рисуете на портретах, как я вам показывала. Это, наверное, самый крутой вариант, потому что вы потом можете с клиентами это применять. Либо вы распечатываете много портретов и рисуете на них ручкой или просто тренируетесь на ручках. Потом вы придете к блоку
работы с машинкой на латексе, и вы снова застрянете там же, потому что застревают на чем? На том, что не могут правильно штриховать, не могут правильно без стыков проштриховать линию. Там есть такой простой урок. Как бы подразумевается, что вы пришли, будучи уже опытными мастерами, но на этих блоках застревают на 3, 4, на 5 недель. А потом там уже идет, знаете, как ускорение, ну, скажем так, в геометрической прогрессии, когда вы вот это все проскочите, когда вы нарисуете идеальные волоски ручкой, а это вообще нифига не легко. Знаете, сейчас я что вам сделаю? Вас здесь все еще много, видимо, самых любопытствующих. Я сейчас вам открою просто рандомный чат. Вот сейчас поток идет. Так, мне нужно iPad. Господи, я водички не хлебнула. Сейчас сек. Я открою чат, просто чтобы вы не видели какие-нибудь мои личные переписки. Давайте откроем... Ну вот, давайте откроем... Вот, это у нас iPad Горизонт. Вот я открыла сейчас, чтобы вы понимали, слева вам видно мои переписки, и вот просто я буквально сегодня с утра еще не заходила. Смотрите, 6-й поток, и там вот 230 комментариев, то есть там прям идет вот это вот активное общение. И вот мы сейчас с вами заходим на поток, который идет 2 месяца. У меня там раскидано это по группкам, по не больше там 20 человек плюс куратор, потому что иначе невозможно отследить всю там переписку, и получается. Смотрите, они здесь все еще на правильном построении форм. Ну, кто-то уходит, конечно, и дальше. Здесь кто-то есть из тех, кто, скажите мне, 2-й, 3-й раз даже заходит. Но вы видите, что они здесь строят формы, вписывают формы в волоски. То есть это еще работа вообще ни разу не на клиентах. Это работа либо на планшете, либо на распечатанных портретах. Видите, вот как это происходит? То есть будьте уверены, что первые 2 месяца 9 из 10 из вас не светит работать именно вот на клиентах, делать процедуру. Вот прям в этом абсолютно можете быть уверены. Очень круто знания, которые вы получили, применять сразу на клиентов. В каком плане? Например, вы работающий мастер, и вы пришли к себе на работу, и у вас клиент, и вы немножко по-новому начинаете строить эскиз. И у вас уже красивее получаются работы, да. Но если вдруг вы там где-то будете отсутствовать, то вы можете это делать и на портретах в планшете. Ну, вот как тут у нас проходит. Это просто, это не get-курс. Основное, как бы, от кураторов вам идет на get-курсе. Это просто чат в телеграм-канале, где мастера строят, учатся, там, как бы друг другу объясняют, что там почем. Я хотела найти, вот смотрите, вот здесь вот на латексе отработка, да. Вот это не пропустят 100%. Это нехорошо. Я хочу найти, показать вам. Ну вот, например, смотрите. Вот это тоже не пропустят, чтобы вы понимали. Вы видите? Это линия, которую вы должны ручкой просто тупо сделать. Вот сейчас сядьте. Вот пока вы сейчас здесь со мной, 143 человека, ручка, бумажка под рукой есть. Создайте линию, у которой будет там условно 10 сантиметров штриха, чтобы штрихи были одинакового нажима, в одном месте начинались, и чтобы не было вот этих скачков по плотности, чтобы равномерная была мягкая линия. И у вас не получится. Это значит, что вы нестабильны. Это значит, что? Это значит... Ну, давайте, вот я сейчас хочу. И напишите мне, пожалуйста, у кого получится. Я не смогу проверить, но просто будьте честны. Вот взять. Вот у меня валяется блокнот, например. Да? И у меня валяется ручка. И вот она, я такая сажусь, я 100 лет не рисовала, и вот у меня, я должна сделать, расписать эту ручку, я должна сделать мягкий вход, мягкий выход, и чтобы у меня не было скачков, скажем так, напряжения. Что такое скачки напряжения? Это как вот здесь перед вами. Где-то ты надавил сильнее, где-то ты проскочил, у тебя пробел. Это же, смотрите, это та самая неидеальная растушевка, в которой вы все мастера, да? То есть это те самые пятна, которые вы создаете. Это несоблюдение формы, которое вы тоже создаете. Это не фиксация эскиза с первого раза, у которой наверняка, вот напишите, так это или нет, ну, у вас в работе. То есть вы, например, фиксируете эскиз, стираете и понимаете, что ни хера не осталось, и только какие-то пятнышки там-сям. Или, например, вы бровь прошли, стерли и понимаете, что в хвосте напятнили, а основное количество вообще даже не прокрасили. Это значит что? Что у вас нестабильный штрих, просто-напросто, да? И это один из уроков, на котором вы тоже застрянете. Поэтому я бы, может быть, и зашла бы на вашем месте тоже, потому что первые 2 месяца вы будете работать либо на бумаге, либо на латексе, либо в планшете. Ну, основное количество времени. Что тут у нас еще есть? Я хотела бы показать вам, ну, то есть вот это
Девочки здесь что-то уже молодцы есть. Хотела показать, если найду вот ручкой. Это латекс. Ой, знаете, что очень прикольно смотреть? Давайте в начало вообще откатаем переписки. То, что тут присылали. Какие формы строили, какие волоски делали. И как это все на самом деле нифига не легко. Брови какие мне рисовали. Да, здравствуйте. Меня интересует. Так, а где они скидывали эти хорошие примеры? Ладно, сейчас я вам покажу себя. Найду этот чат, гид-курс. У нас есть чат кураторов, где они скидывали недавно мне какие-то классные и ужасные работы. Я хотела бы вам их показать. Вот смотрите, вот это прикольно, но вот попробуйте сделать так же. И у вас есть вариант, что это не получится. Вот такую простую наслоениями созданную волосиночку, у которой тонкое начало и тонкое окончание. Вот возьмите ручку и попробуйте ее создать, чтобы она у вас как была настоящая волосина, которую мы должны будем на коже потом прорисовать. А это ведь бумага обычная, то есть обычная ручка. То есть вы должны таким образом к ней, бумаге к этой, прикоснуться, таким образом напылить. Это не одним движением нарисованная линия, это минимум 8 штрихов. Вот в этом волоске. Это как бы я сейчас увеличила, а на самом деле это штрих длиной где-то сантиметр, может 1,5 сантиметра. Вот попробуйте такой штрих нарисовать, вот так же идеально, чтобы у вас такой волосок получился. И я посмотрю, что вы там мне скажете. Так, это тяжело ручка, я себя часто так проверяю. Так, офигеть, попробовала, не просто не получается. Вот так, видите? Так, на планшете как научиться? Слушайте, на планшете как научиться? На планшете несложно научиться, на самом деле. Просто покупайте вот iPad, не обязательно вот такой большой, как у меня. Вы можете купить iPad поменьше размером, но просто чем больше, тем лучше. Если есть возможность большой купить, купите большой. Скачать программу Procreate, называется приложение, и в YouTube вбить обучение Procreate. И первые уроки посмотреть. Вам нужно просто присоединять фотографию, научиться, и вам нужно на этих портретах научиться рисовать в разных слоях. Это очень просто, это в первых уроках. В YouTube огромное количество есть уроков на эту тему. Так, по окончанию курса будет ли какой-то экзамен, диплом? Да, есть в конце экзамен. Вы можете либо отработать на людях или сделать процедуру, прислать ее до, после, сразу. И вы можете, если нет возможности на лапециях прямо отработать, вы можете сделать от и до процедуру на голове. Вот. И тогда только в этом случае, мы даем диплом в конце, сертификат о том, что вы прошли этот курс успешно, только тем, кто сдаст экзамен. Таких людей мало, сразу скажу, мало. Вы станете 100% лучше, но реально тех, кто дошел до конца и получил сертификат об окончании, мало. Так, сколько будет держаться эта цена? Только сегодня пропустила. Нет, эта цена у вас будет, до начала курса. Курс начинается 1 марта. Сейчас у нас с вами 15 февраля. То есть, условно, 2 недели у вас есть на то, чтобы подумать, оценить свои силы, найти деньги. Но это небольшие деньги, скажите, это просто смешные деньги, поэтому я вам очень рекомендую на него зайти. При снижении цены, прошлый курс сейчас идет 6 месяцев, и там цена 1500. Вот этот курс будет идти 3 месяца, но это оптимально на самом деле, чтобы вы прошли этот курс до конца, поэтому welcome. И стоит в 2 раза легче, в 2 раза дешевле. Какой карандаш для рисования волосков в программе? Я люблю этот. Смотрите, вот мой набор карандашей, которыми я все время рисую. Если мне надо что-то замазать, я беру мягкая кисть, это пастель, мягкая кисть. И рапидографом я рисую, я вообще больше ничего другого, честно говоря, не использую. Если я рисую волоски, например, дальше вы уже регулируете размер. Вот это мои любимые кисти. Я так могу и волосок, и штриховать гладко. Я вам не верю. Почему-то вы не можете мне прислать фото, я подозреваю здесь, но если вы так можете, я за вас рада, но не верю, если честно. Так, если амбассадоры в Самаре? Слушайте, у нас уже много амбассадоров, уже человек 40 амбассадоров, но я, честно говоря, не знаю прям, где они живут. Честно, не знаю. Цена окончательная $750. Ниже цена не будет. Это уже смешно. С кураторами вы будете работать 3 месяца с кураторами. Куратор проверяет вашу работу, дает вам обратную связь. Вы в чате общаетесь со своими коллегами. 3 месяца длится обучение. Что еще вам рассказать? По-моему, я уже все рассказала. Я уже устала, если честно. Вопросы есть? Если нету,
нам пора закругляться. Потому что мне муж сказал, не больше часа. И я 2 часа тарабанила с вами. Все, вопросов больше нету. Тогда давайте прощаться. Спасибо большое, что вы со мной сегодня были. Спасибо, так, что вы долго со мной сидели, смотрели все это. Жду вас на курсе. Очень жажду просто вас видеть после курса в Амбассадор. Чем вы рисуете эскиз на коже? Карандашом, специальным образом заточенным. Там есть технология своя, там тоже все непросто. Амбассадор в Екатеринбурге, не помню, в Казани. Рядом с Казанью есть Света Королева. Или Суфой. Короче, не помню. Давайте, все, это вопросы, не относящиеся уже к самому курсу. Просто я жду вас всех на курсе. Всем спасибо, что вы со мной были. Всем до свидания.